Привет. Привет. Готов к прохождению? Да. Осталось совсем немножко, и мы причалим к острову Чанчжоу. Ченчао. Чэньчжоу. Да. Чанчжоу. Как все-таки правильно? Ченчао, по-моему. Но это на кантонском, а на нормальном китайском это Чанчжоу. Вообще по-другому звучит. А по-английски? По-английски Ченчао. Чэньчжоу. Короче, я тебе периодически буду спрашивать, как правильно, потому что Чэньчжоу, Чэньчжоу, Чжоу я вряд ли запомню за сегодняшний день. Мы приплыли сюда на пароме, несмотря на то, что это прохождение Китая, все-таки сегодня пришлось немножко поплавать. Кстати, Макс, а ты пристегнут? Написано на передних сиденьях, вот на этих вот, пристегиваться. Приветствуем зрителей канала Dennos TV. Это очередное прохождение Китая. И сегодня мы проходим Гонконг, точнее один из его множества островов. Здесь есть острова, на которые можно спокойно переехать на метро, например, остров Гонконг. А есть вот такие, как Чэньчжоу. В общем, Чанчжоу, как этот остров, на который можно приплыть на пароме. Мы заплатили... Сегодня мозг это Макс, он мне все будет подсказывать. Поскольку мы заплатили? Что-то по 20 долларов. Что-то 14. 14 даже? В общем, давайте считать, округлим. 15 гонконгских долларов. Гонконгский доллар сейчас равен юаню, поэтому ему будет почти равен. Там разница в несколько процентов. Поэтому мы все будем измерять в юанях. Нам так привычнее. Мы понимаем, сколько это примерно, что за эти деньги можно приобрести, как минимум на континентальном Китае. Ну а Гонконг это специальная административная зона или район Китая. И этому району в ближайшие дни исполняется 28 лет. Прошло 28 лет, как Великобритания отдала назад Гонконг Китаю. Сейчас это специальная зона с собственной валютой. Что здесь еще собственное? Собственное правительство. Все собственное, кроме воды. Воду они берут из Китая. И учитель географии, Максин, учитель географии, очень рассказывать любит истории, немножко на отстраненные темы, и сказал, что Гонконг без Китая давно бы умер от жажды, потому что воду брать неоткуда, вся вода гонконгская поступает из Китая. Мы с Максом здесь уже не первый день и обсуждаем, почему так дорого. Ну, на островах, на вот этом острове, я уверен, еще дороже, чем на острове Гонконг, потому что сюда сложно доставлять ту же самую воду. Что они тут в канистрах возят, не знаю, наливными танкерами. Машины сюда тоже по морю надо доставить. То есть, понятно, удаленность, поэтому цены такие высокие. Почему цены в остальной части Гонконга, куда не надо возить кораблями, гнать через трубопровод, мы не знаем. Наверное, потому что уровень жизни высокий. Чем больше денег, тем больше... Я не знаю, я не понимаю, как это работает. До сих пор, представляете, мне 45 лет скоро, а я до сих пор не понимаю, почему в некоторых странах все дешево, а в других все дорого. Давно у меня была экономика, возможно, в молодости понимал, и то вряд ли. Да, я понимаю, как инфляция развивается, чем больше денежная масса, тем... ниже покупательская способность всех этих денег, поэтому раньше деньги были привязаны к золоту, потом, когда отвязались, и деньги это просто бумажки, существующие на доверии, чем больше доверия к валюте, чем стабильнее экономика, тем крепче валюта, но возьмем тот же самый рубль в России, он достаточно сильно укрепился, при этом ничего в лучшую сторону не изменилось. Это не наше мнение, это мнение людей, которые живут в России, мы же уже, ну, не я, конкретно, наша семья 11 лет в Китае. На этом острове мы были в 2019 году. Я по нему даже немножко гулял, кое-что еще помню. Но там был простой видеоролик, а сегодня будет именно прохождение. Макс, есть что добавить? Такое вступительная речь. Так. Ну... я думаю, то, что, возможно, в Гонконге дорого, потому что это зарплаты, типа, большие, возможно, да. То есть... То есть много богатых людей? Ну, наверное, но... Скорее, потому что труд дорогой, и поэтому здесь все дорогое. Здесь в Филиппинке очень дешевый наемный труд. Ну, тогда я не знаю.
Мы про экономику на сегодня еще не закончили. Зайдем, конечно же, в магазины, посмотрим на цены, офигеем. Но нам очень интересно ваше мнение. Почему в некоторых странах все так дорого, а в других дешево? Мы направляемся на выход. Проверь, что точно ничего не забыли. С нами было очень много школьников. Я не знаю, это школьники с других островов или наоборот, это местные школьники выезжали посмотреть на какие-то достопримечательности. Но их прям очень много. И первое, что они сделали, это подошли к автомату, который стоял возле нас, и скупили все, что только можно. Видел, там почти все отсутствует уже. А дети же, они шебутные, невнимательные. Там крестик нарисован, что этого товара нет. Но они тычут, не могут понять, почему у них ничего не покупается. Мы же проходим Гонконг, поэтому заглядываем всюду, куда только можно. Ну а сам остров, название пишется вот так на английском. Макс, а где здесь название на китайском? Какие иероглифы? Вот эти два последних иероглифа. Вот так называется остров иероглифами. Макс, а вам учитель географии не рассказывал? В Гонконге пионеры есть? Нет. Нет пионеров или не рассказывал? А, жалость какая. В Китае есть. Ты же был пионером? И даже галстук, я помню, носил. Ну, это меня заставляли на поднятие флага и все. А так, а остальные дети постоянно носили? Нет, все не постоянно, все на поднятие флага поносили и сняли. Угу, понятно. И мы очень надеемся, что нам сегодня с вами повезет и будет солнышко. Потому что, когда мы отчалили от острова Гонконг, только сели на паром, шарахнул жуткий ливняра. Мы с Максом даже успели расстроиться. Но решили, не получится, не получится. Пойдем, поедим. А здесь дождя вроде даже и не было. Да. Сейчас посмотрим. Нет, Макс, плитка немножко все-таки сырая. Итак, давайте я немножко попытаюсь сориентироваться. Вот там находится пляж. Именно туда мы сейчас направимся, потому что я знаю ту часть острова. И примерно представляю, где мы будем гулять. На этой части я вообще ни разу не был. Ты был? Я не знаю, я даже без понятия, где мы сейчас. А, ну ладно, тогда мы идем. Я провожу маленькую экскурсию. Давайте посмотрим на карту для начала. И озвучу свои планы. Хотя они часто не сбываются, но все-таки. Мы причалили вот сюда. Сейчас мы пойдем вот куда-то вот сюда. Нет, мы вот сюда пройдем. Здесь классный пляж. Потом мы сделаем хайкинг вот здесь вот по горе. Пройдем вот так через город. А потом уже будем изучать вот эту часть острова. То есть сначала то, что я видел, более-менее знаю. А потом все остальное. У нас сегодня с собой есть связь. Поэтому я периодически буду просить Макса посмотреть, что же тут есть интересного в округе. Какой-нибудь дворец, темпл. Как темпл по-русски-то? Храм. Храм, да. И вот я выйти-то вышел, и мне почему-то казалось, что нам вот сразу вот туда. Но как-то выглядит не так. Вот этой стройки здесь 6 лет назад не было. Не, Макс, мы же только начали. Зачем сразу смотреть на карту, если мы примерно представляем? Гонконг. Огромное количество морепродуктов и почему-то очень популярна японская кухня. Мы вчера гуляли, прям половина забегаловок это японская кухня. Ну а так как это туристический остров, можете обратить внимание, здесь нет ни одного небоскреба, ни одного красивого офисного здания. Вот такие вот уже достаточно старенькие дома и местная интересная застройка. Макс, сначала на пляж, мне кажется, вот туда. Да, я сейчас смотрю на цены, вроде такие же, как и в основном в Гонконге? Да. Ну это хорошо, значит мы после того, как прогуляемся, сможем поесть. Возможно. Чонг Чао.
Чувствуете? Чувствуете, чем пахнет? Вот говорят, видео не может передавать запах. Может. Когда вы видите вот такое, у вас что в голове сразу возникает? Море, песок, пляж. Пахнет этими шариками рыбными с кальмаром. Ну и, конечно же, отдыхом. Макс впервые на прохождении, Максик, чуть ближе, чтобы был в кадр. Впервые на прохождении я ему объяснил основные, чем мы тут занимаемся, что говорим. Но вы же понимаете, человек молодой. Во-первых, сразу хочу за него извиниться, он иногда отвлекается. Вот я иду, с вами болтаю, пойдем вон туда, заглянем. И он о своем думает, поэтому часто может отвечать не впопад. Я же, можем, за тебя извинюсь? Да, конечно. Конечно, это потом произойдет, мы еще раз извинимся. Во-вторых, он молодой, он неопытный. Несмотря на то, что он может офигенно комментировать видеоигры, например, потому что он там спец. По прогулкам, пока он... Слушайте, прикольные вот эти вот сердечки есть. Вот прям, видите, произведение искусства. Ну, а там потом уже по ходу разберемся. Вот видите, он постоянно выходит из кадра, потому что он наслаждается жизнью, а не пытается для вас быть хорошим. Но переключил я камеру не для этого. Мы скоро едем в Россию. И Макс едет не один, а с другом. Я сказал: Макс, ты готов сходить в горы, пещеры посетить? Он такой: ну да. А друг: ну да, все это будет весело. И мы решили сделать следующее. Про все это будем снимать. Да, я знаю, многим из России не нравится, но мы постараемся снять это интересно. Но это все стоит денег. И мы решили, все, что сегодня вы надонатите, мы отдадим Максу с Костей. И они будут ходить по ресторанам, ну, если, конечно, мы что-нибудь соберем, по ресторанам, в горы. Я все это буду снимать и вам показывать. Сегодня донат для детей. Ну и для видеороликов, которые мы снимем вместе с ними из России. Это будет уже очень скоро. Духотища просто капец. Надеюсь, мы тут не сдохнем. Извиняюсь за грубое выражение. Ну прям атмосфера отдыха. Вот так вот китайцы купаются. Закрытые купальники, шапочки на голове. Но эта девочка, она хотя бы, это лицо не полностью закрыто. Некоторые женщины, не мусульманки, закрывают прям все, одни глаза остаются, для того, чтобы не сгореть. Напоминаю, несмотря на то, что солнце закрыто облаками, ультрафиолет проходит через облака. Имейте это в виду. Так что сгореть во время пасмурной погоды можно только так. Предыдущее прохождение Гонконга было с Костей на острове Гонконг. Он здесь недалеко, в 30 минутах плавания на пароме. И он в пасмурный день сгорел просто до костей. Мы сегодня без купальников. Купаться не будем. Ну и как мы будем купаться? А вас что ли на берегу бросим? Нет. Макс, слушай, а вот это что такое? Осторожно, акулы что ли? Точно! Обалдеть! Предупреждение об акулах висит. Слово шарк знаю. Да, только что мужчина вот с той платформы сиганул. Я думаю, сейчас еще раз разбежится и прыгнет. Ну, давай, покажи нам класс. На старт. Внимание. Трус. Давай. Еще разок. На старт. Внимание. Нет, я чувствую, мы не дождемся. Ну, давай. Мужик, не подведи. Порадуй зрителей. Да он просто разминается. Ладно, извините. Отказался показать. Туда мы пойдем после того, как исследуем немного известную нам часть острова. Пошли гулять. И вот здесь
шум прибоя, и мне прям даже не хочется ничего говорить. Поэтому давайте немножко в тишине пройдемся, послушаем звуки природы, ну и буду иногда показывать, что можно, что нельзя. Если вы находитесь на прямом эфире, который на самом деле не прямой эфир, вы должны это понимать, там написано прям, что это премьера, то мы с вами общаемся в чате, и когда я ничего не говорю, вы можете писать, я отвечу. Гонконг написано и нарисована зеленая драконья лодка. Несмотря на то, что Гонконг не совсем Китай, все-таки за столетнюю оккупацию Великобритании у них сохранились все китайские праздники, в том числе отмечание китайского Нового года, но добавились и британские, например, обычный Новый год. Если обычный Новый год, вот зона для купания, если обычный Новый год в самом Китае практически не отмечают, то здесь отмечают. Почему нет? Я тоже отмечаю. Китай Рождество не отмечают. Нет, наоборот, на Рождество у вас ставят елку в школе, и у нас в Гардене, помнишь, 25 декабря, а 26 декабря ее уже убирают. Новый год всегда фейерверки есть. В Гуанчжоу нет, только в Шанхае и в Пекине. И на Сильвере, значит. Ну и на Сильвер-Бич, да, потому что на Сильвер-Бич живет очень много русских, и все эти фейерверки запускают выходцы из стран СНГ, где без Нового года никуда. Видите, мы сегодня еще с Максом периодически будем спорить. Но я обещал тишину и шелест волн. Вот здесь барабаны были. Я иногда буду рассказывать, что здесь было и что мы здесь делали. Максик, можешь сюда не идти? Я быстренько загляну. Да не, я сейчас пытаюсь вспомнить, был ли я здесь. Был ты здесь. Я почему сказал про барабаны? Мы сейчас идем на пляж, где вы остались купаться, а я пошел изучать остров. И потом мы нашли здесь барабаны, и Майя по ним долбила. Все шрифтом Брайля дублируется. Спортивная улица. А вот пляж. Ну а вот сама улица, на которую мы сейчас заглянули. Че, правда не вспоминаешь? Не можешь вспомнить? Ну, не, я помню это место, которое было там. На входе. Да, на входе. А здесь, ну, что-то плохо там, я очень плохо. Я помню общее впечатление от этого острова, а места эти не помню. И какое оно у вас было? Ну, то, что классно поплавать вроде было. Ну и то, что вообще прикольная атмосфера, такая пляжная, классная. Да. А бабушку-то хоть помнишь? Да, бабушку тоже помню. Она с нами плавала. Вроде бы. Это был первый и последний приезд Лениной мамы, моей тещи, в Китай. К сожалению, сказала, скорее всего, больше не приедет. Мы там пройдем вообще? Я вижу, что там какой-то забор стоит, но мы посмотрим. Я тогда на хайкинг уходил вот так вот вдоль горы. Если вы смотрели предыдущее прохождение Гонконга, которое продлилось более 11 часов, то вас уже не удивить тем, что мегаполис представляет собой не только огромные небоскребы, светящиеся по вечерам, но и большое количество парков,
Даже вот таких вот гор, поросших лесом. Да, здесь закрыто, но это вертолетная площадка. Нам вертолетная площадка и не нужна. Хотя мы можем к ней поближе подойти, посмотреть. Макс, что это такое вот? Да. Это что-то Чао Лайф Ист. Я же не умею читать. Вот тема. Почему ты не умеешь читать? Ты же по-китайски говоришь. Потому что здесь используют старый китайский, который используется в данный момент только в Тайване, Макао и Гонконге. А я такое читать не умею. То есть там половина иероглифов выглядят по-другому. Ну, они как бы похожи, но некоторые прям вообще капец не узнать. А Поэтому почему? Очень затруднительно. Почему? Потому что во всем Китае решили упростить язык, потому что это писать было капец как неудобно. А тут решили, просто не упростили, потому что в данный момент... Это Британия не было этим не Китаем. занималась, Но- да. То же самое касается Тайваня. Кстати, в Сингапуре тоже очень много китайцев, да? Не знаю, я там не был. Как это так? Почему ты не был в Сингапуре? Потому что... А ты там был? Нет, конечно. Итак, вот пляж, на котором вы тогда купались. Что он маленький. Да, он очень маленький. Его вот так вот зашли, и вот в этой вот купательной зоне плескались с бабушкой. Специально, чтобы акулы не съели. Да. Вот такие зоны. Специально, чтобы акулы не сожрали. А плотность населения Гонконга меньше Макао только из-за этих островов? Ну, во-первых, потому что здесь есть необитаемые острова. А во-вторых, Макао это сколько? 10 квадратных километров, грубо говоря. Я не знаю. Но там очень мало. Давай по песочку пройдемся. Давай. Или не хочется набирать? Как хочешь, но все равно нам туда надо. Почему пройти? Тропинка вон вдаль. Атлания написано, не Алания. Я просто хочу подойти к морю для того, чтобы зрителей порадовать. Оба, наоборот. Вот Не пройти. я думал, ты там сказал не пройти. Макс, говори более четко, чтобы я точно понимал. Сапы можно арендовать. Ага, мы уже катались на сапах. Было. 1996 год, Атланта. Тебе понравилось? На сапах? Мгм. Ну, да, там вода, правда, холодная. Это была. на Санья, когда я с вами Нет, был, или это вы где-то когда мы ничего? были в лагере в прошлом году с Костей в России. Вы же на Енисеи где-то там, или на Да. озерах каких-то. Ну, я упал немножко. Потом еще дождь начался. Поэтому было не очень прикольно. Но так весело. Но в этом году все веселое постараемся запечатлеть. Возможно, больше зрителей захотят смотреть про Россию с вашими-то приключениями. Молодежь подтянется. Какой кайф, а! На самом деле, насчет акул и то, что вот там акул точно нет, это не гарантия, потому что вот это вот плавающее снизу вряд ли имеет сеть, задерживающая заплывающих снаружи. Просто там безопасно, там нет никаких вот таких вот камней, резких обрывов, скал, чтобы можно было пораниться. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, точнее, внимание тех, кто следит за камерами. Помните, у меня была камера DJI Pocket 2? Так вот, при 4-кратном зуме, который вы сейчас наблюдаете, картинка была там намного лучше. Там была матрица меньшего размера, но с большим количеством пикселей. Здесь же 4-кратный зум, это в том числе и цифровая обработка. И, например, вечером я очень четко вижу пикселизацию. Вот такой вот недостаток DJI Pocket 3 по сравнению с DJI Pocket 2. Там реально матрица имела больше пикселей.
Пахнет просто морем. Йодом, солью. Никакой там тухлой рыбы, никаких таких запахов нет. Мне очень нравится вот такая вот погода, когда вроде как тепло, но при этом солнце не палящее. Может быть, купаться и не так приятно, но вот гулять, то, чем мы с вами сейчас занимаемся, намного лучше. Макс, как ты думаешь, это дождь или приливом сюда заливает? Ну, я не знаю, но если вода соленая, значит прилив. Не пробую. Вода просто кипяток, и тут какие-то бекарасики бегают. Ну и живность морская. Это, наверное, мидии. Значит, я делаю вывод, что это все заливает водой во время прилива. Осторожно, острые камни. Точнее, нет, рок это скалы, да? Да, это острые камни. Угу. Вот здесь, Макс, вы тогда купались. Ага. Почему именно здесь? Потому что здесь так же, как сейчас, никого не было. А там было достаточно много народу. Ну, вон люди плавают там на лодке, акулы их еще не съели, может быть, это запугивает. Не, на самом деле здесь есть акулы. Так, давайте я вас сориентирую. Вот там... Ну, так, подождите. Нет, я вру. Где-то там находится материковый Китай. Вот там... О, вот это, наверное, да. Вот это больше всего похоже. Это остров Гонконг. Вот там где-то остров Лантау. И вот вокруг острова Лантау я неоднократно слышал, что достаточно много акул. Там высокие волны, серфингисты гоняют и акулами пугают. А вон то далеко, то, что на горизонте, это Шэньчжэнь? Нет, я думаю, это остров Гонконг. Не, ну остров Гонконг справа, а слева тоже остров Гонконг? Слева материковая часть Гонконга. А, Давайте еще раз. Макс, а ты можешь пока достать телефон и проверить. Вот это материк. Я думаю, это Гонконг, новые территории Гонконга. Вот это, я думаю, остров Гонконг. Вот этот вот маленький островочек возле острова Гонконг, прям сразу за платформой, с которой прыгать. Это, я думаю, островок, который мы видели с Костей, когда гуляли по острову Гонконг. Вот здесь, хотя я на самом деле могу врать, потому что, вы же помните, у меня начался географический кретинизм. Но Макс сейчас глянет и скажет. Ну что, вот сейчас ты так, куда вот смотришь? это остров Гонконг. Да, я думаю, да. А вот это... А это материк. Это тоже, да, это материк. Ну что, я был прав? Получается. Вот это маленький остров, это вон. А еще вот здесь вот есть остров, который мы оплывали. Посмотри, там прям мимо него проходил наш маршрут. Есть такое дело? Я не знаю, ну вот. Ладно, географический кретинизм сегодня у меня отменяется, я правильно сказал. Вот это остров Гонконг. Ну что ж, заканчиваем. Макс, у тебя есть последний шанс сходить в нормальный туалет. Ну ладно. Ну, относительно нормальный. Давай, хочешь воды? Первый вот там, нет, давай чуть попозже. Хотя у тебя ее много, надо выпить, чтобы тяжесть не таскать. Вот один туалет, вот с той стороны еще один туалет и кабиночки для переодевания. Текущая температура плюс 34 градуса. Написано вот на этом табло. Давай я тоже попью, чтобы тебе меньше таскать. А ты пока иди в туалет. Ага. Жду тебя здесь. Макс, лучше вон туда. А там кабинка? А, там переодевание? Да. И умывание, да, точно, извините, неправильно прочитал. Значит, туалет вон тот. Но для вас шум прибоя.
С собаками нельзя. Сюда нельзя с собаками, потому что в этих джунглях, а напомню, субтропики, это именно джунгли. На, Макс, спасибо. Водится много диких животных. Ну и собаки, соответственно, их будут распугивать. Обезьян на этих островах вроде нет. Время 16 часов 16 минут. И мы направляемся на хайкинг. 34 градуса. Капец! Одно радует. Нет яркого солнца. И есть ветерок. Там по пути еще мусорки будут, если что. Это должна быть спасательная вышка, где должен сидеть спасатель. Ее же используют как... не знаю. Как некоторые используют дачу. Извините, я случайно нажал кнопку выключения записи, потому что держал камеру в руках. У нас же прохождение. Цепляю камеру на пузо и идем. Извините за это недоразумение. Прям очень обидно, что шли 30 минут и тут бац! Там рыба, огромная рыба плескается. Да, я тоже вон там видел. Это, скорее всего, летучие рыбы. Ну что ж, вперед! Что-то мне подсказывает, что здесь тупик, и где-то надо вот там идти. Ты как думаешь? Я не знаю, ну тут не похоже, что есть. Хотя вон там по камням можно полазить. Я не знаю, видишь. Собачка. Нет, смотри, вот есть вход, но он заросший. И... Да, сейчас посмотрим. Вот. Одна из хайкинговых троп была. Дело в том, что многие парки и в Китае, да вообще во всем мире построены очень давно. И если ими не пользуются, потом это просто приходит в негодность, их не восстанавливают. Поэтому вот эта тропа здесь и заканчивается. По ночам светятся фонарики, заряжаемые от солнца. А здесь, я думаю, просто кладбище у воды, и дальше прохода нет. Собачка, здесь можно пройти вверх? Ты не в курсе? Или ты по-русски не понимаешь? Я вижу тропу, но опять же, эта тропа упирается в какой-то храм. Смотрите, как интересно! Только зашли за строение, и тут уже водопады и мостики деревянные. И лотосы с сапами старыми. И собачка решила, наверное, нам показать путь. Ну, веди. Веди, если пришла. Не хочешь? Максик, тебе задача спросить вот у того мужчины, как пройти на хайкинговую тропу. Спросить интереснее, чем просто посмотреть на карту.
Это не мужчина, это женщина. Вот туда. Угу. Си-си, бай-бай. На каком она диалекте говорила? На Путунхуа. Вау, тебе повезло. Да, вообще. Главное, я начал с ней говорить, она на меня так смотрит. Я уже испугался, что не поймет. А ты же помнишь, иногда ты начинал разговаривать на китайском, а они по-английски тебе говорили «Don't speak English, don't speak English». То есть у них мозг переклинивает иногда. Ага. Итак, у нас есть два пути. О! Мини-Гритвелл. Темпл мы посмотрели. Это вот это и был храм. Вот и кашель. Мы здесь. Мы хотим вот так обойти. Значит, нам туда. Да, это тоже Гонконг. Да, это я говорил 6 лет назад. И да, у нас есть вот такой вот оранжевый вентилятор. Это гусеничка. Нет, это палочка. Нет, спорим, это гусеничка. Давай, гнись. Это палочка. Итак, кто здесь водится? Белки, жутко наглые, достаточно большие ящерицы, бабочки. Бабочек очень много. Если мы попадем на одну аллею, там прям будут расписаны все эти бабочки, сколько их тут видов, огромное количество. Макс, кто еще водится, не знаешь? Да, змеи, наверное. Ну, змеи однозначно водятся. Как же я про змей-то забыл. Акулы вон плавают в море. А еще, если на острове Гонконг водятся дикие кабаны, то, возможно, и здесь водятся дикие кабаны. Ну и много-много птичек. Если вам не интересна прогулка по лесу с периодическим видом моря, вот, например, таким, то приходите через пару часиков. Мы будем гулять по старой островной застройке. Там будет, ну, прям другой Гонконг. Снова другой. Вот такой он разнообразный. Представьте, что это вы с нами тут идете. Если чем-нибудь хотите поделиться, то пишите в чате. Мы с вами обсудим. Ну, тропинки все в Китае одинаковые. Одинаково качественные. О, видели, какая ящерица? О, видели, какая вторая? Надеюсь, видели. Если нет, можете чуть назад отмотать. Это можно делать даже во время премьеры, а потом нагоните. Душно. Да, но вон тучка приближается. Ну, тучка нам не нужна, а то если мы сюда пришли и начнется ливень, спрятаться-то негде. А
У тебя камера водонепроницаемая? Нет. Очень даже водопроницаемая. Но это-то не палочка, это гусеничка, точно, зеленая. Дождь начинается. У входа было написано, что тропа займет час 15. Не займет. Займет больше, потому что сейчас нам надо спрятаться от дождя где-то. Макс, ты захватил зонтик? Да. Ну ладно, это частично может спасти. Меня мучает дежавю. Я уже видел эту метлу. И, по-моему, даже у зрителей спрашивал, как вы думаете, для чего она? Это реально метла с тяжелыми резиновыми. Посмотрите. Что ей подметать, как думаете? Может, и бить надо? Давай прочитаем, что ей делать. Что здесь написано? Во время пожара тушить огонь, да. Понятно. Вот теперь мы знаем, для чего эти метлы. Немножко стали более просвещенными. Интересно, я в прошлый раз это прочитал или у зрителей спросил, и все. Гейт номер 4 написано. Это вход на что-то охраняемое. Перед нами смотровая площадка и беседка для отдыха. Метлы для тушения пожара. Сейчас со смотровой глянем, какой вид, да? Нам туда. Квун, Ям, Ван. Мы вот туда вниз сейчас пойдем, потом... А, вот сюда есть проход. Да. И карта. Если мы пойдем вот туда, то сможем спуститься к вот этой вот точке. Нет, вот она снизу, видишь? То есть мы
увидеть камни. Вот отсюда пошли вот так. И вот здесь находимся. Хочешь такие камни посмотреть? Через лес? Ну, как вариант, туда же тропинка есть, значит, можно сэкономить Вот, время. наверное, она. Нет, вот эта тропинка, это вот А. вниз. Не Я знаю, что помню, там камни за камни. я помню, вот здесь классные виды открываются. Да, вот здесь. Так, это правильная карта. Сверху у нас север. Ну что ж, пошли здесь. Я просто боюсь, что мы там, во-первых, сократим и что-нибудь интересное не увидим. Все-таки вот эти вот тропинки делались по самым интересным местам. Да. А, я от тебя ответ не услышал. Мы вон те камушки хотим посмотреть? Что камни да камни в мотофотах можно? Или ты ответил, я просто тебя не услышал? Ну, я сказал камни да камни. А, Что здесь? пойдем. Ой, капец там ливняра. Ну, это Гонконг залило, остров. Да. Сразу извиняюсь, если начнется вот такой ливень, прохождение наше закончится, потому что надо будет срочно спрятать камеры и залезть под крышу или зонтик. Такой ливень прольет все. Но мы будем верить в лучшее. Вы же там все хором написали в чате: не хотим дождя, хотим прохождения. И это подействовало. Да, острова не видно. Представляете, вот эта вот тропинка, я не знаю, сколько людей ее посещает, но по сравнению с центральной частью острова 0,5%. Но ее все равно поддерживает, и это у них называется хайкинг. Я вот думаю, что хайкинг — это прогулки по каким-то... Кто это? Не цикада, нет, цикада по-другому же немножко. Это злобная обезьяна. А хайкинг, по моему мнению, это вот по такой вот траве, листве. А тут цивилизованный хайкинг по удобным тропинкам. Да, у меня все, что связано с горами, это хайкинг. А даже если вот такие вот тропы, Ну, мне так кажется, да. ну вот там прям настоящие джунгли. Я уже столько раз говорил, что в Китае в подобных лесах много змей, но так ни разу ни одну и не смог вам показать. Но надеюсь, что сегодня Макс внимательно будет всматриваться в чащу, увидит, меня позовет, да, Макс? Да. И мы вместе с ним замочим вот такой метелкой. Да, и съедим. Конечно, пожарим и съедим. Не падай. Кто не падает? Ну ты что-то там запнулся. Нет. Я думаю, вот отсюда открывается классный вид. Опять. Нет. Это вот 2, 3, 4. Где 2, 3, 4? А, это вот эти камни здесь. А там, то, что мы смотрели, только вот такой вот павильончик. Нет, там другие камни были нарисованы. Вот эти вот нарисованы. Другие, уверен? Да. Что, пойдем эти камни смотреть все-таки? Тут недалеко, вот совсем маленько. Пошли. А находимся мы вот на этой части острова. Не просто я хочу, я думаю, что многие зрители хотят. Не зря же они присоединились к нашему прохождению острова. Прикольно.
судя по количеству иероглифов на скалах, на них можно забраться. На какую пойдем? Это название камней здесь просто написали. Я думаю, это специально сюда лазили, чтобы это сделать. То есть не пойдем? Ну ладно. Не знаю. Если дождь начнется сверху, мы тут упадем и разобьемся. Так и будет, поэтому не пойдем. Уговорил. Сегодня ты мой голос разума. Всегда, когда я хожу не один, а с кем-то, мой спутник — это голос разума. Вот там много людей, рыбаков. Значит, туда тоже можно спуститься. Но мы по опасным местам сегодня ходить не будем, только то, что более-менее безопасно. Ну и опять дождь. Идем. А вот это что можно здесь сделать? QR-код, и что-то можно узнать. Донатить. Ну, может, поддержка храмов или поддержка этой тропы. Не удивлюсь, если все это на донаты сделано. Ну и напомню, мы тоже собираем донаты. Ссылка в описании. Если вы не были в начале нашей прогулки, напомню, все собранные деньги пойдут на развлечения Макса с Костей и съемки видео про эти развлечения. Еще погода супер. Мне тоже очень нравится погода, только постоянный страх, что нас сейчас... Вы должны понимать, жители Сочи, Краснодарского края, если даже не выезжали в другие страны, в тропики, знают, что такое ливневые дожди, когда за минуту, да даже меньше, на вас выливается кубометр воды. Это просто, вот только что было сухо, бац, и все резервуары переполнены. Вода заливает все. Вот здесь такие ливни, и во время съемок приходится еще и это учитывать, переживать по этому поводу. Все-таки техника, которой мы снимаем видео, не дешевая. И не хотелось бы ее потерять. И так уже подглючивает. Я помню, что... Хотя ладно, ничего я не помню. Я точно помню, что я здесь пробовал порошок, который был насыпан вдоль этой дорожки. Чем? Хороший вопрос, зрители также сказали. Что за порошок вообще? Я не знаю, возможно, это была отрава для крыс. Может быть, это был пепел усопшего. Здесь же кремация сейчас, вроде как. Может быть, это была закладка. Я не знаю. Если хотите посмотреть этот видеоролик, ссылка есть в описании. Просто перейдите и посмотрите. Да, кто-то похоронил своего дедушку, а ты пришел и съел. Слезал. Хорошо не снюхал. Да? Не, Макс, видишь, это все одни и те же. Вот это одни и те же, а то были другие. Пересмотрим. Хорошо, когда все на видео зафиксировано. Ну а вы-то сможете прямо сейчас отмотать, посмотреть. Мы не можем. Мы можем общаться только с вами в чате, если вы на премьере. Ну или в комментариях, если смотрите после премьеры. Пожалуйста, если вы попадаете на премьеру, не пишите в комментариях, то приходится сидеть и комментарии еще читать. А некоторые в комментариях потом пишут: почему ты не ответил нам? Не знаю, что здесь, но мне туда хочется. Защитите деревья. Мы не будем деревья грызть. Макс, осторожнее, пожалуйста. Да, сама осторожно. Сама осторожность.
Обувь. Я недавно ее выбирал, вы можете еще помнить. Это ленинги. Самые дорогие из всех, что я тогда померил. В них я ездил в Пекин. А вот веревочка. Для того, чтобы не упасть, за нее можно держаться. Макс, пожалуйста, схватись и держись. А то бабушки же это посмотрят, меня потом похоронить придется после того, как они это увидят. Все. Какая красотища. Прям хочется здесь немножко посидеть. Надеюсь, у тебя не скользкие? Нет. Проверь, вот так сделай. Нет, вперед, вот так. Вот так, смотри, проверяется, вот так. Не скользят. Точно. Нет. Тогда пошли вот здесь. Кайфушки! Тут прохладный ветерок. Вот те скалы мы только что рассматривали. Снизу находится рыбачок. Интересно, много поймал? И там вот еще где-то за углом другой рыбак. Очень приятный ветер дует из-под тучи. Так, остров Гонконг, остров Гонконг. Вот там теперь. И это, похоже, оттуда несет в ту сторону. Нас, скорее всего, не зацепит. Это хорошо. А вот это, я так понимаю, остров Лантау. Макс сейчас достанет телефончик и посмотрит. Макс ничего не достанет, он уже загорает. Макс, глянь, пожалуйста. Направь телефон вот в ту сторону и скажи, как называется остров. Для того, чтобы люди, желающие сюда приехать, могли ориентироваться лучше, чем мы, гуляя сейчас. Остров Лантау — это аэропорт, во-первых, Гонконга. Че, не можешь понять? Да, здесь написано. Как это не написано? Он должен быть большой. Ну вот, да, достаточно большой. Нет, Лантау вот. А, ну это значит что-то другое. Да, это другой остров. А, это остров Макс, как? Прочитай по-китайски, я скажу, как он называется. Здесь только залив написан. Я помню тот остров, я вчера изучал его, там есть какой-то древний город, прям так и называется, не город, деревня, Old Village. Но я сейчас не могу вспомнить, как он называется. Значит, я неправильно сориентировался. И давай еще раз посмотрим. Мы здесь. Нет, значит, здесь мы больше ничего известного не видим. Вот этот вот, там находится Old Village, а вот тот, значит, Гонконг. Отдохнул? Да, пошли, конечно. Да, еще водички попью. Давай. Ты будешь? Да, чтоб тебе поменьше носить. А вон все камни можно отсюда посмотреть. А, ну это которые мы видели. Именно. Вон там сидит кто-то снизу и рыбачит. Угу, точно. Под камнями. А вон это прикольно. Это скоростной катер. Здесь есть суперскоростные. Они на подводных крыльях. Не такие, как вы себе могли представить. Они прям взлетают над водой. Там, собственно, под водой только вот два крыла спереди и что-то там сзади, какая-то поверхность. Все остальное над водой, он прям летит. Такая скорость. Когда на обычном пароме, на котором мы сюда приплыли, пересекаешь его волны, прям как будто шторм начался. Ну что ж, отдохнули на камушках. Поизучали географию, выяснили, что вот на том острове находится старая деревня, во всяком случае на карте. Вон тот остров по-прежнему Гонконг, только мы его с той стороны видели как-то, а это его какая-то окраина там. Ну и пошли вверх. Змей по-прежнему не видно. Жалость какая. Печаль.
Вот чем мне нравится прохождение, лично мне, они всегда непредсказуемые. Они всегда отличаются друг от друга. Нет абсолютно одинакового прохождения. Кто-то может, например, сказать, что например, что нифига себе, слышь, что творится, что когда я шел по Гуанчжоу, был длинный забор, скукотища, а это, похоже, могилка. 3 часа там шел, что иногда по джунглям идешь, ничего не говоришь, джунгли вокруг то же самое. Нет. Я не знаю, передается это или нет вам, но каждое прохождение абсолютно уникально. И вот здесь классно было бы переждать ливень, если бы он начался сейчас. Но сейчас он не собирается начинаться, поэтому идем дальше, надеемся. Что такое фапенг? Что-то цветочное. Пенг? Цветочек. Нет, фа. Видимо. Фа цветочек. Я по иероглифам. Пойдем туда? Пошли. Там та дорожка. Это больше тебе нравится? Что здесь у нас? Еще камень. Вот, смотри. Вот фапенг. Это название камня. Нет. Разные иероглифы. То есть, вот это фапенг. Вот так иероглифы выглядят. А пенг другой. А здесь вот так фапенг. А по-английски, получается, одинаково звучит абсолютно. По-английски одинаково звучит в китайском. Жуть. И это Little Great Well. Можешь поправить, как правильно по-английски читается, я не обижусь. Нет, ты все почти идеально сказал. Почти идеально. Что это? Это что? Это что здесь растет на пальмах? Это же не джекфрут. В общем, по-китайски это нет, это не джекфрут, но я помню, мы были на острове Хайнань, и вот это экскурсовод называла ананасом. Но это никакого отношения к ананасу не имеет. Кто-то даже, возможно, этот ролик вспомнит. Если посмотрите на листья, они прям такие же, как ананасовые. Плоды не похожи, но в переводе с китайского вот это можно перевести как ананас. Ну вот видно. Не ананас. Вообще не ананас ни капельки. Почему некоторые вот такие моменты у меня так хорошо откладываются в голове, а кое-что вообще запомнить не могу, Нет, я не пробовал их на вкус и не собираюсь. Я просто помню ту историю, и прям вот это же самое мы с тобой обсуждали. Это же ты мне сказал. Да? Да. Может там написано где-то? Может где-то было написано. И ты говоришь, что это ананас? Я говорю, нет. Это особенность перевода. Но еще бывает глухой микрофон. А вот это, как ты думаешь, что такое? Я не знаю. Ну, серьезно, не знаешь, если посмотреть. Да, вообще без понятия. Во что заворачивает твое любимое блюдо с рисом? Бамбук, что ли? Да, это он самый. Такие маленькие бамбученки. Говорят, бамбук очень быстро растет, когда у него корни укрепятся там в земле. Сначала он медленно корни пускает, а потом и моментально выстреливает. Говорят, даже казнь такая была. На росток бамбука сажали человека, и через сутки через него он прорастал. Да, я тоже такое слышал. Вам, наверное, в школе рассказывали, потому что... Это я, по-моему, в YouTube. В YouTube. Потому что уверен, что это китайцы, такие извращенцы, такую казнь придумали. Ну, почему-то мне кажется. Точно не в России. В России бамбук встретить очень сложно. Особенно в диком виде. Так вот, я ни разу не видел так быстро растущего бамбука. Бамбук у нас тут везде. Но вот чтобы прям он вот так вот за день вырос... Я не знаю, говорят, что, ну, типа, если дождь. Во время дождя? Да.
Ну вот что, День дождя может на сантиметров 10. останавливаемся и ждем. Ага. А вот, кстати, что я еще не пробовал? Я не пробовал листья бамбука на вкус. Я знаю, какие они должны быть на вкус, потому что люблю... Как это блюдо называется? Номиди. Номиди и цонзы заворачивают в листья бамбука. И поэтому... а этот вкус в бамбуковых листьях передается именно в рис. А теперь я сравню. Не, вообще даже рядом. Фу. В номиди и цонзах рис вкусный, а лист... А лист, Мак, знаешь, на что похож? Очень-очень сильно. Помнишь, мы с тобой водичку недавно пили со вкусом свежескошенной травы? Вот это она. Ну что ты тогда не понравилось? А мне понравилась водичка, ведь а лист жесткий, он очень жесткий. Фу. И вот у нас тупик, зато классные виды. Фу. Как же здесь приятно. Да, это продолжается Great Wall. Вот мы видим самолет, летящий где-то там. Ну, значит, там-то точно Лантау. Максик, намек еще не понимаешь. Но мы с тобой, если нашим зрителям понравятся наши прогулки, и тебе понравится со мной гулять, именно не просто гулять, я знаю, что тебе нравится со мной просто гулять, а не прохождение, то мы еще много походим и притремся друг к другу, да? Ты будешь сразу угадывать. Так. Лантау. Нет. Опять нет? Да, понятно. Лантау все еще там. Вот он, вот это вот большой. И вот аэропорт, видите? Вот мы. Вот Лантау. Где-то здесь большой Будда, здесь аэропорт. И, по-моему, на Лантау уже находится Диснейленд, да? О, да, нет, сейчас. Узнай, где Диснейленд, чтобы... Да. В общем, остров Лантау один из очень туристических таких райончиков, где находится, во-первых, аэропорт, во-вторых, Диснейленд, и в-третьих, большой-большой Будда. А еще там гуляют коровы прямо по дороге. Иногда на автобусе едешь, и они большие, рогатые выходят. Вот это что такое? Какое именно? Оранжевое. Оранжевая. Это пальма дала плоды. К сожалению, я дотянуться не смогу, но они миленькие. Я могу прозумировать зато. Это что, такие кокосы маленькие? Макс, ну на пальмах же не только кокосы растут. О! Зомби-рок. Это именно те зомби, которые зомби? Ну да. Которые трупаки ползают. Да. А вот верблюд. Camel Rock. А где горбы? Так, а это черепаха? Да. Вы смотрите, сколько я английских слов знаю. Но где здесь черепаха, я не могу разглядеть. Здесь, конечно же, все пронумеровано. И кое-что вот здесь находится, снизу, под нами, что-то вот здесь наверху. А это Юкся... Как это прочитать? Юксайшек. Не знаю, это тоже с кантонского буквально переведено. Это вот. Ты не можешь перевести с кантонского это, да? И это что-то с нефритом. Нефритом. Ну, я вижу, на скале тоже иероглифы вычерчены. Вот... Это в случае, если мы не поняли, что это. Если иероглифы не смогли прочитать. А, кстати, а там другие иероглифы нарисованы. Смотри. Запомнили иероглифы? А давай там посмотрим. Нет, такие же, просто здесь их стерли было. Тут почему-то всего два их. Ну, что последний иероглиф, значит, камень. А, последний иероглиф камень, а первые два названия. Ясно. Молодец, сынок. Умнее меня. Будешь точно. Сейчас где-то на одном уровне. Пошли. Вообще дети должны быть умнее родителей. Но если, конечно, родители не забили на своих детей и не отдали на воспитание ТикТоку. Не, ну мы сейчас читать не будем. Я их прочитать все равно не смогу.
Ну и ты не сможешь. Я просто думаю, реально, если зрители заинтересуются этим островом и приедут в Гонконг, то они до сюда доберутся. Мы отдельным видеороликом после прохождения расскажем вам, как сюда добраться. Хотя нет, давайте сделаю так. В описании мы напишем, как сюда добраться. Стоимость 3 копейки. Мы сегодня ночевали на Тим Шат Цуй в нашем любимом Чанкинг Мэншене. Потом дошли до пирса пешком. 0 рублей, 0 копеек. Сели на паром, заплатили по 4, по-моему, по 4 юаня. Я уже говорил, что гонконгский доллар почти равен юаню, поэтому все в юанях. Потом дошли до пирса, который... Макс, твой выход. Как этот остров называется? Чэн Чоу. Потом дошли до пирса, откуда отправляются паромы до Чэн Чоу. Обратите внимание, 2 типа паромов. Скоростной что-то около 40, ну, в этом районе юаней. А медленный, на котором мы приплыли, 15. Вот и вся инструкция. В описании я ее также продублирую. Ну а все остальное, как именно даже дойти до этого места, вы видели. Этот цветочек мы проходили, эти пальмы проходили. Гром приближается. Значит, нам сейчас наверх придется. Да, наверх в любом случае придется. Молодец. Говорят, путешествия развивают мозг. Я очень надеюсь, что эти наши прогулки развивают мой мозг, ваш мозг и Макса. Если путешествие развивает мозг, значит мы самые умные уже люди на Земле. Ну что, факты говорю. А еще увеличивают самомнение до неимоверных высот. Не, на самом деле лучше быть уверенным в себе, чем закомплексованным, забитым. У Макса у нас иногда, конечно, переборчик, а может быть это у него такое средство защиты. Иногда человек для того, чтобы защитить себя, как это сказать-то, короче, делает вещи, которые ему... Я даже сформулировать не могу. Макс, ты можешь сформулировать? Я не знаю, о чем ты вообще. Почему ты иногда говоришь достаточно такие вещи, которые, ну, обычный человек не скажет? Ну, например, я красавчик, я самый умный. Ну, потому что я обычно скрываю настоящую сторону себя, а тут просто я не скрываюсь уже. А может наоборот? Нет. Ты прикрываешься этим? Ну, может быть, я не знаю. Ну, в общем, на самом деле, мои BME и Максины слова, думаю, вы поняли общий смысл. Иногда человек... О, наверное, вот эта тропа через лес, на которую мы не пошли. Иногда это просто маска надменности, как-то безучастности, отстраненности. Знаете, есть люди, которые кажутся абсолютными пофигистами, а на самом деле сделают что-нибудь такое пофигистическое, а потом очень долго переживают. О, первый мусор. Ура! Но нам выкидывать нечего. Мы еще не поняли, Макс шутит, когда говорит «я красавчик, я самый умный», или это средство защиты у него, или на самом деле он так думает. А давайте вот сюда еще зайдем. Не понял. Там какая-то дорога вообще уже. Ага. А туда еще выше бабочки, да? По-моему, что-то такое. Или цветов. Судя по каркающей вороне, там кладбище. Макс, снова твоя защита, помощь нужна. Garden of Prayer. Это вертолетная площадка. Была бы вертолетная площадка, мы бы сюда не смогли подойти. Вот, смотри, вход неавторизованным пользователям запрещен. Видите, контактные данные такие-то. Ну а что это еще может быть? Да, ну просто здесь молиться надо. Молиться? Да. Чему? Ни храма, ничего нет. Ну вот видишь, prayer. Ну я понимаю, Garden of Prayer, но... Возможно, какие-нибудь... Я даже не могу придумать веру,
в которой вот на таких площадях молятся. Если знаете, напишите, пожалуйста. Я не буду догадываться, а то вдруг кого-то обижу. Просто в какой вере вот так выглядит место для молебна. На лабиринт. А это и есть лабиринт. Начинаешь, вот так вот проходишь его, и в центре попадаешь вот в тот цветочек. Вот, для вас приближу. Возможно, вы что-нибудь в интернете найдете по фотографии, по скрину экрана. И мы вместе станем чуть-чуть образованнее. И вот какой-то символ. Чей-то герб. О! Это же головной убор католического священника, нет? Я не знаю. Макс сказал, что тоже не знает, но я надеюсь, что, прогуливаясь дальше, мы что-нибудь выясним. Да. Интересное место, необычное, непонятное. Я надеюсь, вам сейчас не слышно, как у меня в животе урчит. Ну а если слышно, извините. Знаю, что многие из вас во время прохождения кушают что-нибудь, а некоторые по беговой дорожке носятся быстрее, чем мы. Привет всем, кто смотрит прохождение во время занятий спортом. Чё он орёт? Я не знаю. Ему тяжко? Но это было не хелп, он же просто так сделал, да? Видите, Макс иногда не реагирует, потому что он в своих мыслях подвисает. Ты не расслышал, что тот мужик крикнул? Нет. Я тоже. А я вот это место помню. Сейчас мы пойдем по тропинке, где будут расписаны бабочки и животные, которые здесь водятся. Или сначала вверх надо подняться, и там тропинка. Колючая проволока. Итак. Макс, опять ты нужен. Как переводится дорога Минг-Фай? Что Минг? Я не знаю, что фай, что это за фай. Не знаю. А Фапенг прямо. Стой, дай догадаюсь. Это церковь. Где? Я думаю, это церковь. Нет. Просто... Дети мои. ну значит, да, здесь не написано. Англиканский. Да. Англикане – это английские протестанты. Дом молитвы. Если вдруг при плохом разрешении смотрите, вот подойду поближе, чтобы вы поняли. Вот это сокращение, я так понимаю, Гонконг. Как я догадался? Ну, я ж тут был. Просто в голове моментально всплыла информация 6-летней давности. Дальше? Туда? Я не знаю. В лес мужик пошел. Или все-таки пойдем по достопримечательностям? Ну, пошли куда-то. Я так Макса спросил, и сам уже иду к достопримечательностям, к двум указателям. Значит, получается, что и то место молитвы тоже англиканское. Ну, логически. Да, Макс? Ну, наверное. Давайте я еще сразу извинюсь. Если Макс говорит достаточно много, вы понимаете, что его намного тише слышно, чем меня, то я звук корректирую. Если же фразы «да», «нет», то вы его будете слышать очень тихо. Поэтому я иногда дублирую. А еще вы можете слушать в наушниках. Тогда точно будет слышно, понятно все, что происходит вокруг. И птичек будете слышать. И что это такое?
Это не кешью? Не, ну, нет, кешью маленькие. Это что-то непонятное. Гляньте. Ты думаешь, кешью это? Да нет. Не. Перчик. Перчик. Сколько много непонятных растений. Прям вообще, надеюсь, не ядовитые. Змеи мы так и не увидели еще. Хотя места прям змеиные, посмотрите. Это такое ощущение, что это хвощное дерево. Похоже? Ну, наверное. Я не знаю, А ты помнишь, как хвощ выглядит? Я без понятия, что это. Вот. Человек родился в Сибири, но всю жизнь прожил в Китае, поэтому не представляет, что это такое. Ну ничего, приедем в Козульку. Макс, это я тебе. Да? Подтягивайся. Говорю, приедем в Козульку, я вас заведу на болото с Костей. Узнаете, что такое хвощ. Окей. О, Не, я туда не пойду. ну это же специально сделали. Ну подожди меня тогда здесь. Это же прям как в моем детстве, когда надо было через лужи либо перепрыгивать, либо прям по ним ходить, ну, либо вот такие дощечки лежали. Кайфушки! Тут ветерок дует, и наконец-то можно немножко просохнуть. А то там в кустах душновато. Люди с деньгами здесь на вертолетах между островами перемещаются. Или на воронах. Смотрите, какой сильный ветер. Против ветра тяжеловато птички. Максик, Да. а ты где только что сидел? Не знаю. Ой. Не знаю. На камне лежал. А на камне до этого никто не покакал? Я не знаю. То есть, когда ты садишься, не смотришь, да? Ну, иногда. Да ладно, ну там немножко грязно. Поэтому найдешь где-нибудь туалет, в зеркало, там посмотришь, отряхнешься. Что здесь написано? Опять не Я сможешь не прочитать? знаю. Я думаю, даже местные не смогут это прочитать, потому да. что это что-то прям... Это не плесень? Нет, это не плесень, но это из разряда того порошка, который я нюхал. Какие-то шаманские символы. Не нюхал, чё уж. Похоже на китайский, который пользовались 3000 лет назад. 3000 лет назад! Ага. Я недавно на шот натолкнулся, где показывалась мутация иероглифов, ну таких простейших, как сначала рисовали человечка, потом человечек превращался в иероглиф человек, как рисовали огонь, потом он в иероглиф огонь мутировал. Хочешь вот туда пойти? Не сильно, но пошли. Ну надо. Давай, я первый на случай змей, чтобы это тебя не загрызли. Просто там так интересно. Здесь тоже начинается какая-то цивилизация. Вы, возможно, за деревьями не видите. Я-то уже разглядел. К сожалению, наше прохождение только Full HD, не 4K, поэтому детализация страдает. 4К такие прохождения залить просто нереально. Видеоролики будут превышать максимально допустимый размер заливаемого файла на YouTube. Ну и будет это месяцами длиться. Здесь есть грибы? Ну, я пока не видел. Точно знаю, что в Дафушань-парке возле нашего дома грибы есть. Там везде указатели. Осторожно, грибы. Не ешьте их, а то драконов увидите. Мне прям интересно, куда эта тропа нас выведет. Макс, осторожно, немножко колюче.
Ну и под ноги смотри. Я обычно тебе говорю, смотри вперед, а не под ноги. Потому что мы все-таки не в деревне живем. Надо ходить высоко подняв голову, а не наблюдать за коровьими лепешками, чтобы в них не вступить. А здесь лучше под ноги, а то можно на кого-нибудь наступить. Шум прибоя, как будто водопад. Идем дальше. Приключения начинаются. Настоящие приключения. Осторожнее. Ну, это не совсем дикая тропа, потому что вот, например, веревочку натянули. Хотя, что я хочу сказать вот насчет веревочек и вот этих опасных мест. Видимо, люди, которые здесь ходят, перестраховщики. Потому что, если брать для примера красноярские столбы, там такие веревочки не натянуты в намного более опасных местах. Ну что, там идти некуда. Да почему? Вот же тропинка продолжается. Как заметить? Вот она. Макс, осторожнее, смотри под ноги. Да ладно, ты раздавишь все. Да куда я раздавлю? Я могу спугнуть, а змея на тебя поползет. Или наступишь на что-нибудь острое. Вот здесь вот тропинка прям выбита, видите, в скалах. Возможно, по этой тропе... Возможно, это не специально сделанная тропинка, а очень часто здесь ходят. И она вот так вот превратилась в ступеньки. А возможно, это вода так падает и тоже выбила. В общем, неизвестно. Но тропа есть. Вот это, на мой взгляд, уже хайкинг. Почти как надо Пеннима, с тобой ходили. А, это когда у меня сердечный приступ был, а ты мне не поверил, думал, что я шучу? Я такого не помню. Конечно, ты не помнишь. Я потому что сказал просто: Макс, подожди, я посижу, я не могу идти. А ты потом: папа, ну может пойдем? Да ладно, я не в упрек, я просто говорю, что иногда, если я говорю надо посидеть, значит мне надо посидеть. А чтобы тебя не пугать, я не уточняю. Вот с того булыжника раздаются шумы, как будто водопадные. Порода очень похожа на столбушные в Красноярске. Что, хочешь отдохнуть? Нет, просто я тебя жду. Пойдем туда. Назад возвращаться сейчас не будем. Возможно, есть другой выход. А может быть, мы сейчас к морю спустимся. Нет, все-таки здесь, посмотрите, это явно вручную поддолблено ломиком каким-то. А может, перфоратор притащили. Ой, красота. Давай фотография на память. А там еще выше будет точка. Не, выше точка нам не нужна. Извиняюсь перед зрителями за то, что сейчас все скрипело. Я вытаскивал камеру. Возможно, это будущее канала Денос ТВ, если Макс захочет вести, когда я уже не смогу. Мы развиваем личный бренд. Извини, что моим именем, а не твоим. Да, ладно. Ну, может, потом переименуешь в Макс вас. Ага. Я кайфую, надеюсь, что вы тоже. Ты кайфуешь? Да, вообще, особенно от ветерка. Ладно, если бы мы сейчас убрали камеру, тебе бы понравилось вот здесь вот так гулять? Да. То есть прогулка уже не зря. Да. Ну вот. Даже если на премьеру придет один человек, ну, кроме Алисы. Алиса-то, надеюсь, точно будет. Ладно, 2 человека, если будут смотреть, мы будем уже счастливы, потому что, гуляя здесь, мы получили непередаваемое удовольствие. И это не шутка, это не сарказм. Мне прям вот кайф.
Я второй раз иду этой тропой. К сожалению, не тем же самым путем, потому что мы не нашли, где вот эти вот бабочки все расписаны. Наверное, надо было по той все-таки дороге идти, куда мужик с ведрами пошел. Ну, ладно. Я думаю, мы еще выйдем на эту дорогу. Может быть, выйдем, а может быть, вы просто, если заинтересовались именно той моей прогулкой, она намного короче, чем это прохождение, то ссылочка есть в описании. Так, щелчок, закрыть. Идем дальше. Ой, вниз было проще, конечно. Вверх веселее. Да. Ой, Макс, еще осторожно. Тут какие-то шмели шуршат. Наверное, вот на эти вот цветочки прилетели. Не отмахивайся от них, если даже близко подлетит. И близко, Макс, ко мне не подходи, потому что я могу сорваться, упасть. Я тебя поддержу. Нет, я тебя раздавлю своими 100 килограммами. О, ё-моё. Я не уверен, что мы правильно пошли. А я уверен, что мы неправильно пошли. Почему ты так уверен? Ну, я не знаю. Что, хочешь назад? Да нет, что, обратно возвращаться сюда? Что, зря поднимался, что ли? Просто, Не, просто ты не видел, что дальше. Тут паутиной все заросло. Это точно неправильный путь. Ай! Что там? Ногу порвал. И руку уже тоже. Что, спускаемся? Да. Мы здесь не пройдем просто. Не проползем по одной простой причине. Это реально джунгли, заросшие мелким-мелким бамбуком. Нельзя ломать. Любите природу, мать вашу. Редко такое случается, что заходим в тупик и приходится возвращаться. Но бывает. Макс, так это не гусеницы. Ну, это сороконожка. Это эти скалопендры. Да уж. Бабушки, не переживайте. Вы же видите, вы же смотрите премьеру. Значит, мы уже добрались домой. Возможно, конечно, в больничке уже полежали после этого, но живы точно. Да, вы об этом ни за что не узнаете. Да, это точно. Это хороший пример. Меньше знаешь, лучше спишь. Попрощаемся с этой локацией. Ну, туда точно когда-то тропинка была. Но была да сплыла. Просто, наверное, кто-то сюда приходит помедитировать. Не зря же выдолбили вот в скале удобные ступеньки. Ладно, у меня еще одни запасные есть штаны. Макс, а у тебя запасные штаны есть? Да. Хорошо. Я знаю, что хотя бы один человек из зрителей, посмотревших это видео, сюда доберется. Мне писали после прохождений, что гуляли по тем же самым местам. Мне очень приятно. Я надеюсь, вам тоже. Если будете здесь, не забудьте скинуть фоточку. Можно в телегу, можно ВКонтакте. Ссылки на все мои контакты есть в описании. Я тогда буду знать, что не только нам приятно гулять, но и вы что-то подчеркнули для себя интересненькое.
Макс, не убегай, мне одному страшно. Бабочек прям очень много. Не поцарапался? Немножко. Не чешется? Нет. Ну хорошо. Мне почему-то кажется, что та тропа, по которой мы пытались пробраться, должна где-то вот здесь выходить, видишь? Да, наверное. Просто бамбуком все очень быстро заросло. Ты не веришь, что он быстро растет. Ну вот доказательства. Там, что там? Тут это, крыс травят порошком. А, так вот что это за белый порошок был, который я ел. Ага. Как хорошо гулять с человеком, который умеет читать. Да, был бы ты тогда со мной, порошок бы не съел. И не испытал бы новых ощущений. Ага, вкусный был порошок. Я уже не помню, надо пересмотреть. А вот это место помню. Когда гулял, оно, по-моему, заброшенное совсем было. То есть вот это все заброшка. Но пробраться на нее невозможно было. Подождите, а что я гадаю? У нас же с вами камера в руках. Мы можем вот так сделать и посмотреть. А как, заброшка или не очень? Ну, в общем, попасть я туда не смог. Хотя в Гонконге очень много мест заброшенных, в которые можно забраться. И даже вам за это ничего не будет. Ливневые дожди были, вот размыло. И сегодня дождь был все-таки здесь. Так что хорошо, что раньше не приплыли. Ага. Видишь, я специально не просыпался. Спасибо, Макс, что ты специально хорошо отдохнул для того, чтобы сегодня со мной погулять ночью в 3 часа. Что? Вот пример, когда Макс сказал «угу», а мысли понял только через какое-то время. Что, говорю, в 3 часа пойдем гулять? Ну, посмотрим. Я 3 часа спать собирался, божиться. Педестрианс, налево. О. Вот, Фа-Пенг. Так получается, Фа-Пенг это вот этот жилой, что ли, Да, это? походу. Частная собственность. Бассейн такой классный. Все равно все выглядит заброшено. Не падай. Здесь что-то новое строят. Очень похоже тоже на какой-то храм. Ну, туда идти смысла нет. А нам все равно вон на ту часть острова. Да. Да, у Макса ноги, конечно, покраснели, искололся весь. Внимание, ведется видеонаблюдение. Нет, не храм. Это какой-то крутейший домик будет. Монолитный. А может, отель какой-нибудь на берегу с классным видом.
Вот там сверху есть уже какое-то одно белое здание, и там надпись 1900, дальше не видно. 1960 и дальше не видно. А вот и работники. Это канализацию такую вывели тут. Видишь, вот была тропинка прямо через это здание. Ну а теперь вокруг здания проложили новую. Еще не доделали, но все-таки... А, нет, это вот так. Ну ладно, в общем, что-то строится. Посмотрим. Через пару лет еще раз пройдем. Как я деревню. Нет, туда уже не пойдем. Да, мы учимся наши. Да. Насколько я помню, мы приближаемся к небольшому пляжу. Тоже, то ли Sunset он называется, то ли Sunrise. И... Нет, он не здесь, к счастью. Но нам нужно будет спуститься вниз. Макс, а можешь на карте посмотреть? Только не на той, которой ты пользуешься. Ты же сейчас на гонконгской симке. Да. Значит, карты Google работают. Найди название пляжа, который вот по этой тропинке ближайший. У меня нет Google карты, поэтому сейчас я У тебя есть Google карты. Просто называются карты. В полный список приложений перейди. И карты. Ну как? Правда есть? У тебя же international версия с Google сервисами. Я потихоньку пойду, догонишь? Чтобы вам, зрители, гуляющими с нами. Маленький-маленький пляж, то ли закат, то ли восход называется. Пляж закатный, пляж восходный. Возможно, это было не здесь. Конечно, по-хорошему бы стоило пересмотреть старый ролик, чтобы вам сразу выдавать. А вот тут это, а вот это. А еще лучше сначала пройти, найти все самые интересные места. Но, поверьте, вторая, вот третья прогулка получается. То есть один раз отсмотреть старый материал, потом прогуляться, найти все самое интересное. А потом еще вот пройти, чтобы вам показать самое интересное. Лично мне это уже не будет третья вот эта прогулка интересной. Тем более четвертая и пятая во время обработки и во время премьеры. Я не смогу так весело наслаждаться жизнью. Но теперь придется подождать. Все-таки он там подвис. Может, связь плохая. А может, забыл картам разрешение дать, чтобы определялось местоположение. Он не может понять, где мы находимся. Сейчас же отзываются разрешения для неиспользуемых приложений. А Макс даже не знал, что у него карты Google есть. Ничего такого, даже маленького желтенького пляжика? Ну, здесь вообще не посмотреть. Должен быть. Давай, пойдем потихоньку, я их гляну. Где-то та-та-та-та. Слушайте, правда, я не вижу. Может, я что-то попутал. Может быть. Ладно. Гуляем, там посмотрим. Держи. Спасибо. Положи ко мне. Угу. В какой ты карман складываешь? В крайний? Там, где чехол от моего телефона, на этого? Да. Так. Кто такой Дон Боско? Не знаю, так называется парк, там что, скейтинг. Ладно, пойдем. Скейтинг запрещен. Что интересно, только что тучки, видимо, тут были. И из-за низкого освещения включились фонари. Наверное, где-то стоит датчик освещенности, и они автоматически включаются. Птички. Да, кстати,
я здесь видел попугая, просто летающего в лесу. Не знаю, они тут обитают или у кого-то просто удрал из дома. Ну вот птичек всяких много. Не устал еще? Это хорошо, что не устал. Потому что мы прошли только пятую часть. На самом деле, вот все, что мы сейчас идем, это самое скучное. Просто надо начинать со скучного, чтобы потом продолжать восхищаться чем-то. Но это не скучное, скажем так, это другое, не то, ради чего мы сюда приплыли. Если бы мы начали сразу с того, что я хотел показать, то вот это бы потом реально показалось скучным. Надо все по нарастающей делать. Мы обычно так путешествуем. Когда я путешествую один, я рандомно выбираю, потому что чаще всего я путешествую ради видеороликов, а видеоролики можно показывать в произвольном порядке. Никто и не заметит. И также по нарастающей, ну или как там на душу ляжет. А когда мы путешествуем с семьей, Лена придерживается того же самого принципа, что нужно все по нарастающей. Потому что если самое интересное посмотреть, потом уже будет скучно. Пример, вот поездка на Филиппины наша зимняя. Сначала было все казалось классно, а потом все класснее и класснее. Помнишь, Макс, когда на джипинг гоняли? Казалось, все, лучше уже ничего не будет. А потом каньонинг у нас наступил, и мы такие, вау! Там сверху смотровая площадка. Зайдем? Глянем, какие виды. Со зрителями поделимся. Здесь у нас доска для шахмат. Китайских, да? Да. Я не понял. Смотровая площадка смотрит куда? Просто беседка, да, в лесу. Не, возможно, если бы здесь прыгали вокруг дикие обезьяны, это было бы прикольно. Возможно, когда-то с этой беседки вот туда открывался классный вид. Но сейчас здесь все заросло. Что-то там? Да, здесь какая-то. Крякозябра? Да, действительно. Пойдем вот в другую сторону, влево спустимся. Нет, там делать ничего. Что это такое? Я не знаю. Надо же посмотреть, что это такое. Пусти меня вперед. Макс, можешь здесь подождать, Опять если не здесь хочешь? паутина. Я, короче, давай сяду, где шахматы. Не Ой. У тебя есть что есть? Ну, мы же сэндвичи взяли. А, точно. Хорошо, перекуси. А у тебя салфетки есть? Да. Вот здесь вот на спине самый маленький верхний кармашек, видишь? Да. Открой. Только, пожалуйста, ничего кроме салфеток случайно не выдерни оттуда. Встречаемся на шахматах. Ну вот, Макс совместит полезное для своего организма, а я совмещу приятное. Ну, похоже, он не прав, и здесь дальше есть тропинка какая-то. Или это дом чей-то. Если это дом, то он заброшенный явно. Или другая где-то тропа для входа. Туда, судя по всему, тропа ведет к морю, наверное. Да, точно, есть еще один вход. Вот он. Ну и, наверное, здесь можно пойти, спуститься. Seascape Peninsula. Возможно, это какие-то отели. Может быть. Я не вижу просто надписи «частная собственность» и ничего такого. Во всяком случае, на английском. Две лавочки, неизвестно сколько лет стоящие, без отдыхающих.
Мусор. Да, это место видало лучшие времена. И беседка, я так понимаю, это тоже когда-то использовалась. Но теперь все заросло джунглями. Вот как они вот так вот, посмотрите, цепляются, прям от металла не оторвать. То есть они прилипают к металлу. Обалдеть. Ну и вот на это посмотрите тоже, как офигенно. А вот дерево, которое захватило камень. Ведь эти же корни просто сначала на камне лежали, а потом ползли вниз, укрепились. И сейчас камень прям вдавливается в землю этим деревом. Беседка на сваях, чтобы повыше быть, или потому что под ней какой-то вон камень волшебный стоит. Это место силы. Как этот камень-то рассмотреть? Вот он. Да, на камне еще иероглифы выгравированы. Просил бы Макса прочитать, но напомню. Здесь используются старые иероглифы, которые сейчас в школе в Китае не преподаются. В Китае сейчас все на упрощенном китайском, путунхуа, изучается. Если дети в семье говорят на каких-то диалектах, то в школе на диалектах запрещено. А вот это похоже на... Макс! А вот это же смоковница. Что такое смоковница? Ну, инжир. Нет, инжир так не растет. Не инжир? Не должен быть. Ай, очень твердая, не раздавить. Ой, фу, еще какая-то белая жидкость. Не буду. Здесь комаров. Да, немножко кусаются. Приятного аппетита. Ладно, ты пока ешь, я еще посмотрю, что здесь есть. Что там было, что интересно? Да, там какое-то здание. Свет там есть, видеонаблюдение есть, поэтому точно не полностью заброшенное, но выглядит все, как будто не пользуются, просто поддерживают. Так, это что? А, это дерево падает. Его, судя по всему, пытались подпереть вот этой вот сеткой. Да, сетка очень мощная. Зомби выдержит. А здесь она, оказывается, далеко уходящая. Понятно, это сдерживали наступление леса. Но что-то пошло не так. Он все равно уже тут внутри. Дерево падает. Бедненькие, кусают. Так ты сделай себе сразу пару бутерброд. Они что, так растаяли? Ага. Это был сыр. А как ты его ешь? Легко. Будешь? Не буду, но ты можешь показать, как ты его оттуда доставал, или он легко отлипает. Легко отлипает. Хлеб вчера купили. Производство Китай. Вот этот вот мужичок в поварской шляпе. Он, правда, легко отлипает. Я думал, он влип в этот пакет, фиг оторвешь. Мы такой берем, да, периодически. Но, во всяком случае, раньше брали. Здесь, в Гонконге, он тоже продается. И я не удивлюсь, если он производится в Китае. Но хочу обратить внимание. Есть надписи на английском. То, что мы берем, вообще по-другому оформлено. Это вот пирамида потребления. Все на английском дублируется. Прикольно. Так необычно видеть знакомые продукты с другими надписями. Ну, так же, как Аленку. Мы покупаем в Китае Аленку. Она производится специально для Китая. Печенюшки там. Что мы еще Аленки берем? И там тоже на китайском дублируется прямо на этикетке, а не наклейкой. Весь исцарапался.
Ну вот и перекусили. Мгм. Птичка все ближе и ближе. Похоже, хочет у тебя отжать пакетик с сыром. Вон насколько. Угу. Ничего ты, водохлеб. Что, 5-я часть, да, говоришь еще? Ну, еще много. Ты как устанешь, можешь сказать... Стоп! Нет. Это мне верни, потому что я потом не найду. Максик. Мочуния комаров. Я думаю, буду кто-то выкинуть. Да, конечно. Здесь есть питьевые фонтанчики, где бесплатно можно набрать воды. Но у нас с собой еще одна бутылка. Мы же ее не выпили. Да. Поэтому еще, если что, есть куда набрать. Время 17 часов 42 минуты. И я понимаю, что мы через час здесь будет макс темно. Да, поэтому мы ходим в джунгли, идем в цивилизацию. Да, идем в цивилизацию. Я видел цивилизацию только при свете дня, и мне очень интересно посмотреть, как это выглядит в сумерках. А до скольки ходят отсюда? Паромы, они круглосуточно ходят, даже в 2 и 3 часа ночи есть. Другое дело, что приплыв на остров Гонконг, мы не сможем перебраться без такси к отелю. В час ночи здесь по часу не вернем. Ну да, хотя до часу вернемся. Значит, успеем на метро. А еще мне нравятся такие прогулки тем, что я чувствую, как теряю, ну, как минимум, лишнюю жидкость, а также калории трачу. Больше, в такие дни намного больше трачу, чем потребляю, поэтому все еще не превратился в жердяя. Это Jockey Club, по-моему. И подписано было, чем мне нравятся Google карты, там же по-русски многие надписи. Написано «Образовательное учреждение». А, вот кто такой Боско. Помнишь, мы с тобой где-то увидели Боско надпись? Это, оказывается, человек. Святой Джон Боско. 1815-1866, кажется. 88-й. А, 88-й? У меня что-то сегодня в глазах немножко мутно, поэтому не могу прочитать. Именно поэтому даже не могу сейчас посмотреть, нормально ли все пишется. Ну, вроде запись идет, батарейка заряжается, не фокусируется. А это что такое? Голова какая-то. С солнечной батареей. Это стопудово тоже что-то католическое. Я вижу вот там вот какого-то очередного святого, возможно, тоже Боско стоящего. Вообще, почему я сказал католический? Наверное, протестантский. Влияние, конечно, огромное. Если большая часть Китая это буддизм, конфуцианство. Что там, Макс, еще? Ну, не знаю, как пытался буддизм, еще это предкам. Ну, предкам, плюс этот, который еще, да, заканчивается, дорога, путь. Как это? Я сейчас вспомню, пока не вспомню, ничего другого не скажу. Даоизм? О, молодец. Даоизм. То здесь, в Гонконге, христианство, прям, наверное, христиан больше, чем всех остальных. Ну, как минимум, христианских церквей точно больше.
Чей-то домик, наверное. Сали Ретрит Хаус. Макс, как ретрит перевести на русский нормально? Можешь по-китайски прочитать, типа с китайского перевести, если с английского не можешь. Я не знаю, что это. Я прочитал по-китайски, но я не знаю, что это значит. А вот здесь, кажется, был где-то недалеко буддийский храм. Чем мы не будем гадать, мы спустимся и посмотрим. Или это чей-то дом? Я не знаю. Ну, в любом случае, попытаемся посмотреть. Велосипедов понаставили. Что там написано? Дорога закрыта, там написано. Но мы хотя бы глянем. Тем более, это же дорога закрыта, а не путь. Путь не всегда пролегает по дороге. Ну как, вот такое место может быть закрыто, да? Ну, в глупости. Тем более, тут красотища. Макс, пойдем? А что там делать? Пошли. Тут красота. Заодно, когда будем здесь находиться, на карте ткнешь и посмотришь, как это место называется. Возможно, Ну и там можно будет выйти. да, вон возле храма. Ну что ж, у нас здесь на самом деле когда-то была дорога. Теперь это бездорожье. Макс, осторожно и за мной, недалеко. В смысле, не отставай, чтобы А что здесь? Вообще фигня. на всякий случай. А то вообще фигня. Ну, прям видно, как вот там вот была тропинка, видите? Ее размыло. Крабики, крабики. Много-много маленьких крабиков бегают по этим камням. Так, мы вниз здесь спускаться не будем. Мы вот здесь вот лучше перейдем. Макс, за мной. Ну, помоечный на самом деле какой-то пляж. Заливчик, мусора накидали. Осторожно. Мы сегодня не будем лазить по опасным местам. Сказал папа сейчас назад. Не будем. Пожалуйста. Чего тут? Что такое Не полют? загрязнять воду. А, Это здесь это. здесь водозабор. Вообще написано, что здесь... как его? Не, просто вода загрязнена, но написано не загрязнять. В крысоловку не попадись. Это родник. Макс, Точно, родник. Колодец, вон, это не загрязнять колодец. прикольно. Водички наберем или не рискнем? Да, ну нет, я не буду. А что ты там остановился? Нам еще вон туда посмотреть? Или ты тут подождешь? Да, я здесь все прекрасно вижу. Ну ладно, я тогда пойду вот со зрителями по этой опасной тропинке пройдусь, посмотрим. Макс, а ты пока найди, пожалуйста, как называется конкретно вот этот пляж. Это вообще пляжем на карте не показывается. Ай, а почему, когда я гулял, он показывался? Ну я же тебе давал карту, не нашел. Да, я не нашел, а может мы плохо искали. Ой, почему, когда я иду по узким тропинкам, меня всегда шатает? Ну, наверное, на этом пляже я был. Ладно, ссылка на видеоролик по-прежнему есть в описании. Я его сегодня часто упоминаю, потому что мне та прогулка тоже понравилась. Почти так же, как эта. Вот там какие-то шалаши в кустах.
Видно, что здесь когда-то была цивилизация. Видите, тропинка, уходящая туда. Вот какие-то куски металлоконструкции, торчащие из камней, забетонированные. Но потом что-то тут случилось, не знаю. Пришел тайфун, ну что тут может, шторм какой-то, и все это посносило. И теперь это решили не восстанавливать. Но для того, чтобы вода могла перетекать вот по всем этим, вот эти тропинки сделаны с трубами внутри. Видите, она может заливаться. Какие-то же железяки. Ничего не показывается, да? Вот видишь, все зеленое. То есть здесь этого пляжа вообще нет? Мы с тобой на секретном пляже. Можно смело так и называть. Смотрю видеоролики и написано «Секретный пляж на каком-нибудь там острове», «Секретный пляж что-нибудь там». Или «Вы никогда не знали, что если сделать вот так вот будет супер». Вот так же назовем. Нашли секретный пляж. Вообще шок-контент. Да. Проход туда Нет, туда дороги нет. Смотри, классное название. Да, на Или картах нет, это должна быть... Как называются первые секунды, которые заманивают? Это должен быть хук. Начинаем. Дороги нет. Но мы, несмотря на все преграды и запреты... Я иногда так стебусь, да, на самом деле я так ролики не называю. Меня тошнит от таких названий, я принципиально не смотрю их. Точнее, нет, иногда смотрю, чтобы проверить, что... Убедиться, что это гон, все это обман. Так вот. Ну, мы туда прошли и нашли секретный пляж. Вот он, секретный пляж. Ну а что, тут вполне можно купаться. А туда дороги вот на самом деле нет. Это заход с другой стороны. Пойдем, да? Через храм. И вот этой дороги нет? Ну вот, секретная дорога вообще. Но вы же, наверное, помните, когда мы еще находились там, я сказал про буддийский храм здесь. Потому что я здесь все еще шел и нюхал порошок. Изгибы реки. Но, посмотрите, не знаю, видно или нет. Сейчас попытаюсь приблизить. Видите, там забор. Прямо на реке забор, чтобы никто не проходил. Значит, там закрытая территория. Понятно, почему нет тропинок. Туда нельзя. Да ты не бойся, я 100 раз так делал. Пахнет храмовыми свечами. А нет, можно. Можно обойти вот туда, поднявшись в гору, но я помню, что через него тоже можно вон туда дальше пройти. А подняться в гору — это что такое тогда? А, Макс? Не знаю, там был, например, что там что-то просто на вершину горы. Ну, на вершину горы нам не нужно, потому что это все еще зеленая территория. А мы торопимся до заката успеть все-таки попасть в город или в деревню. А здесь какими иероглифами написано? Тоже старославянскими. Да, это парк. Какой-то парк. Ну, в храм мы заходить не будем. Обычный китайский храм. Небольшой. Где? Вот это папайя. И вот это папайя с папайками. Вот они. Так прикольно смотреть мои старые видеоролики, как только приехал. Я, конечно же, везде ходил, все изучал. Ни одного названия не знал. Теперь хоть папайю знаю. Максик, опустишь меня вперед? А то твоя широкая спина закрывает обзор зрителям, которые с нами идут. Которым, надеюсь, нравится
Ну, если вы идете, значит нравится. Если, конечно, не только что случайно зашли. Не забывайте ставить лайки. Ну и напоминаем, в описании есть ссылка на донат. Все собранные деньги пойдут на развлечения и съемки этих развлечений в России. Потому что очень скоро мы едем в Россию. Вот капец, ни одного пустого уголка. Все что-то где-то поналожено, понаставлены цветочки, подперто всякой фигней. Дача очень сильно напоминает российские дачи. Мне вот интересно, а здесь доставка есть? Как думаешь, Макс, вот в этот домик можно заказать пиццу? Что нам мало чего доставляют. Я очень сильно сомневаюсь. Привет, собачки. Я надеюсь, они сюда не выскочат. Ну да. Они просто отрабатывают свою еду. Вот, когда мы прошли, все. Нет, не все. Эти добросовестно отрабатывают. О. Я думаю, там можно было подняться и пройти вот по этой тропинке. Но мы прошли через храм. И вот, наконец-то, первые нормальные постройки. Встреченные нами с момента выхода на хайкинг тропу. Будем считать, что здесь у нас хайкинг заканчивается. И начинается вилложаход. О, красотища. Мы на самой, наверное, высокой точке, застроенной именно жилыми зданиями. Нет, вот там еще повыше есть. Туда не очень длинная улица, в сторону моря. Туалет, Макс, нужен? Нет. А туда, к центру острова, где живет местное население. Находятся отели, кафе, рестораны, пляжи. Как резко поменялась атмосфера. Прям абсолютно другие ощущения. Макс, тебе где больше нравилось, там или здесь? Я не знаю, там меня комары кусали, и деревья царапали. Поэтому здесь. Ну, понятна логика. Вот можно подняться наверх, а можно пройти вот так через все эти домики, выйти почти на то же место, откуда мы начинали, а потом вернемся к причалу и оттуда пойдем изучать другую часть острова, да? Ну, да. Хорошо. Вот причина, почему я здесь бы не хотел жить. Смотрите. Вниз. Не, возможно, все местные жители здесь очень-очень худые, потому что постоянно прыгают по таким лестницам. Но вот реально здесь жить бы не хотелось. И мы уже только что затронули тему еды. Мне кажется, доставки здесь нет. Все-таки современное общество привыкло к тому, что включил телефон, нажал кнопочку, и вот уже через максимум час у вас горячий обед, завтрак и ужин. Максимум через час. Если кафешки близлежащие, то вообще через 10 минут могут принести. Здесь же мы не видели ни одного доставщика. Ну и вряд ли кто-то по горам. Да, кстати, интересно. Я тоже. Макс, тебе вопрос. Я знаю, что, скорее всего, ты в курсе, что это такое. Но зрителям расскажи, что это такое. Ну, тележка. Да при чем тут тележка? Я вот про это. Это
Да, это растение, которое даже крыс может проглотить, маленьких крысят. Может, туда нам? Не хочешь? В те джунгли каменные. Не доставка. Вот интересно, для чего туда лестница? Вот видите, чик-чик-чик-чик. А, вон дверь есть в подвал вот этого дома, понятно. Но, видимо, там уже 100 лет никто не ходил. Ну и вот, наконец-то, указатели. Ну, мы пойдем налево. Мусоросборник. Вот интересное решение. Понятно, что это для того же стекло стоит, для чего в Китае разбитые бутылки, но вот это стекло намного приятнее сверху смотрится, чем острые некрасивые бутылки. Макс, все-таки запусти свою карту, пожалуйста. Нам кажется, все равно на ту сторону надо перевалить. Да. Нам надо... Вот в эту часть острова мы не пойдем вообще вот вниз. Мы пойдем сейчас вот туда. Зачем? Все-таки мы пойдем в те каменные джунгли, в которые ты не очень хотел. Извини. Ту часть острова я тоже не знаю, но там лес. По лесу мы с вами сегодня уже погуляли. Какие красивые цветочки! Были, немножко уже завяли, но все равно красивые. Как вкусно пахнет туя. Какая она зеленая. Или это кипарис? Ой. Ты что там, занюхался? Нет. Устал уже? Нет. Бич там, злые собаки внутри. Напомню, мы с вами в Гонконге, на острове Ченчон. Ченчон. Ченчоу. Чинчоу. Я хочу показать вам вот эту птичку. Возможно, она не успеет улететь. Максик, тихо. Тихо, тихо, не шевелимся. Эх, ну ладно, я думаю, вы успели разглядеть. Она прикольная. Очень разное жилье. Ну вот для сравнения. Посмотрите на этот домик. А теперь посмотрите на этот домик. И те, и другие местные жители Гонконга. Да ладно этот. Вон там еще больше трущобки. Вниз. Зато все, смотри, все покрыто солнечными батареями вот на этом доме. Видимо, купить солнечную панель и пользоваться собственным электричеством дешевле, чем покупать электричество. Или вот, давайте посмотрим вот на этот дом. Я не думаю, что это дом. Ну а что это? Смотри. Все признаки дома. Есть, как они называются-то? Почтовые ящики. Значит, у этого строения есть индекс. При том, что почтовых ящиков очень много. Значит, это общежитие. Я думаю, здесь штук 50 семей живет.
Ты так не думаешь? Ну, нет. Вот двери от Hitachi. Ну, конечно же, я шучу. Это на самом деле какая-то постройка, заваленная мусором. Вряд ли же это просто груда мусора. Тем более вот там сверху еще какие-то, не могу понять. Вот еще один вход, видите? Серьезно, это дом. Для тех, кто не верит. Видите? Ладно, не дом, сарай. Но все же строение. Вот про это точно можно сказать. Из говна и палок. Это уже не образное выражение. Почтовых ящиков. Точно. И тут же такая новенькая, чистенькая мусорка с сортировкой. Не, ну это писец какой-то. Это современное искусство. Мы даже в Пекине на арт-улице 798 такого не видели. Вот, например, это что такое? Это подсолнух. Ну, стопудово. А это подсолнух уже перезревший, видите, к земле клонится, там семечки вываливаются. Это человек. Голова. Прыщи. Прикольно. И тут же такой офигенный забор и такой охрененно офигенный забор. Ну вот, собственно говоря, вот ради этого мы сюда пришли. Конкретно по этой улочке я не ходил, я ходил по соседним, но они тут все похожи. С одной стороны супер крутой дом, с другой стороны какая-то дача, захламленная жутко. Здесь куча адресов, 41, ну, видно, что здесь многоквартирный дом, потому что разные адреса указаны. О, какой рыжий кот, рыжий кот, рыжий кот. Он мяукает по-русски, кис-кис-кис-кис-кис. Глаза такие большие, скажи, не мешай мне какать. И нам не туда, нам сюда, я думаю. Мой внутренний компас так работает. Кошан Суй Пач. Не знаю. Макс, глянешь на карту? Это похоже, мы вышли к пристани. То есть, если прям вниз спустимся, должен быть пирс, на который мы приплыли. А в России вот такие выращивают дома. А некоторые еще говорят, что конкретно вот это растение вытягивает из людей жизненные энергии. Есть вариант, что там тупик. Но только вариант, ну правильно, в том направлении причал. Нет, причал там. Не может такого быть. Там должна... Подожди, ну да, причал там. Но в него еще долго идти. Да, ну вон я его вижу просто частично. Ну пойдем. В любом случае, нам же не назад возвращаться надо, а куда-то... Я надеюсь, что нам подниматься и опять направить. Пошли. Ты устал? Нет. Если ты не устал, значит ничего сложного тебе в поднимании не будет. Да, после этого прохождения Макс скажет: папа, нафиг мне твои прогулки. Не сдались больше. Все ступеньками. Что, думаешь, лучше сейчас подняться и там спуститься? Что понятно? Подняться там и там спуститься. Там просто, я знаю, спуск, который нас приведет... Я не знаю, веди. Ну ладно. В любом случае, мы же с вами проходим остров. Куда бы мы ни шли, прохождение идет, и мы постоянно видим что-нибудь новое. Только что-то я чуть со ступеньки только что не грохнулся. Нам надо сейчас направо повернуть.
Слева ужасный забор со стеклами. Справа домик светло-коричневого цвета с миленькими игрушками. У зайчика голова отвалилась. Курочка с экскаватором по зернышку кудах-тах-тах. Мне интересно, чем занимаются люди, живущие на этом острове. Это не отели. Были бы это отели, тут бы были такие признаки отельные. Это просто дома. Неужто они все вот здесь вот живут, так как здесь на порядок дешевле, чем на том же самом острове Гонконг, а ездят работать в Гонконг? Ну, на более такие острова, где больше работы. Вот старая застроечка. Ну, люди Черепица. живут в Шэньчжэне, ездят в Гонконг на работу. Да, есть люди, которые живут в Шэньчжэне, ездят в Гонконг на работу, ежедневно проходя границу в две стороны, туда-обратно. Но у них пропуска, поэтому они не как мы, там ничего не стоят в очереди, а просто прикладывают карточку и идут. Но все равно, это, блин, это, по-моему... Некоторые живут в Подмосковье, ездят в Москву пару часов в одну сторону, пару в другую, а тут вообще в другую страну. Но между островами плавать. Ну, хотя, может, быстрый паром, там, 10 минут? 10 минут туда-обратно? 10... А, на своем кате, на своем вертолете. Вон даже магазинчики есть. Да ты что? Где? А, прямо перед нами? Можно зайти, цены глянуть. Смотрите. Какие опасные шипы. Это просто гвозди воткнули, забетонировали, и защита от пиратов. Я бы выпил что-нибудь ледяного. Давай посмотрим. Я думаю, здесь дешево. Прикольно. Написано «Пойми». Почем? Бесценное все. В холодильнике плюс 25 градусов. Ну, если верить термометру. А как это покупать и платить? А, вон сверху октопус оказано, значит, октопус принимают. Но цен нет, надо узнавать на напитки цены. Вот вижу на какие-то вот здесь вот. А, это два магазина. Вон оно что. Макс, глянь что-нибудь прям ледяное, я бы с удовольствием... Посмотри, там магазин. Вот здесь вот глянь на них. С удовольствием что-нибудь ледяное бы выпил. Есть кола, будешь кола? Сколько? Я не знаю. Узнай, сколько кола, пожалуйста. Ну и у тебя этот есть карточка, оплатишь? Я с тобой поделюсь, не бойся. Он его по-китайски не понимает. 12. 12? Да. Давай, плати. Окей, сейчас я посмотрю. Может, я себе что-нибудь возьму. Да ладно, что-нибудь. 12 гонконгских долларов. Так, 130 рублей, 0,5. Сейчас, да, я посмотрю, что здесь. Мороженку. Ну, глянь. Что здесь есть? Нет, спасибо, мне колы хватит. Ну, это желейка. Мини-булочки, или как это назвать, не знаю, конфетки. Ментос. О, есть ментос, есть кола. Сейчас мы устроим взрыв. О, яйца вареные, очищенные. Это, наверное, ну, очень черные. Я думаю, это в соевом соусе. Хотя, может быть, в чае в каком-нибудь. Так, а это что такое? Это 10. Вот такая. Made in Китай. В Гонконге очень много напитков, ну и вообще товаров производства Филиппин, Вьетнама. Угощаю первый. Нет, сейчас я куплю карточку. Ладно, я пока открою звук.
Какое имя тебе попалось? А что это с именем? Да, ну, здесь на китайском. На китайском имя. Что это за имя? Я не знаю, это фамилия. Держи фамилию. Вот, тебе. Понаслаждаемся кайфушками. Все? Что, мне еще пивно? Ну, чтоб кола такая дорогая. Кстати, все остальное вроде нормально. Ну как это нормально? Вот посмотри. 10 юаней. Вот такая. А мы с тобой... 3 штуки за 10. А, 3 штуки за 10. Вообще дешево. Берем 3 штуки за 10, но они теплые. А в холодильнике не было таких? Все, можно допивать или еще будешь? Пойдем, нам направо. Вот еще по юаню чипсы. Ну хочешь, возьми. А, да, не, ладно. Просто в центре этого острова таких цен не будет. Это вообще прям какая-то невиданная щедрость. Давай возьму. Даже лапша вон 8 юаней. Мне не надо, себе возьми. Он с тобой по-английски? А, нет, он со мной по калькулятору. Я так не люблю. По калькулятору. Это не калькулятор у него, а терминал приема карт. Сиси. Видимо, кола это какая-то крутая. Видимо. Потому что 100% перерабатываемая пластиковая бутылочка тут написано. Он тебе даже Буйонси не сказал. Какие невоспитанные в Гонконге продавцы. А как, кстати, чаще отвечают, Буйонси или Буси? Будемся. Пошли на школьную дорогу? Ну, давай. Или Hillside? А, мне не знаю. Мне почему-то туда хочется еще. О, церковь. Будешь? Кранч. Попробуем. Ченгчао Альянс Хурч. Блин, как правильно читается? Черт. Чорч. Церковь. Нет, что это церковь, я понимаю. Что такое альянс в данном случае? Ну, вообще, альянс это припад. Объединение? Ну да. Объединение церквей этого острова? Наверное. Ну, значит, здесь все церкви собрались. Обратите внимание, до сих пор используются вот такие вот информационные табло, где газетки раньше развешивали. Дай допью. Спасибо. Хотел зрителям показать свое лицо, когда хотел... Да я шучу, пей. Когда последний глоточек забирают. Ой, я вместе с тобой кайфанул. Алло. Мы все еще в Гонконге. Это вам не какой-то там остров Гонконг. Или Чуркин Мэншн, куда нам сегодня предстоит вернуться. 7 квадратных метров. Здесь прям, я так понимаю, достаточно большие домики, квартирки у некоторых. Ну, надо было здесь заселяться. Подожди, вот вообще интересный какой-то знак. Это что за церковь? Это символ какой церкви? Зрители, кто знает, смотрите. Крест, какие-то напитки, корона. Ой, извините, немножко криво, вот. По-китайски Макс не может прочитать. Но это тоже что-то церковное. Ну, вчера спицы были вкуснее. Ну, конечно, с пиццей сколько стоило? 25 юаней. А это по 1 юаню. Ты сколько... Слушай, если бы ты на 25 юаней набрал вот этих вот, ты бы их даже доесть не смог. Они бы в тебя не влезли. Отойди. Так что тут как бы некорректно сравнивать. Пожарный велосипед.
Как же тут прикольно. Я бы хотел, наверное, на месяцок пожить в каком-нибудь из этих домиков. Не, месяцок много. 3 дня. Но, не, ладно, недельку. Слушай, а правда, а что если приехать на этот остров? Мы потом посмотрим стоимость отелей. Они же тут явно есть. Я бы прям по этому острову каждый день вот так гулял и ничего бы больше не делал. Нет, видеоролики для вас еще снимал. Найдя что-нибудь интересненькое. Да не, кушай. Тебе же надо расти, восполнять калории, а мне надо уже уменьшаться, тратить. Хочу обратить внимание, что домиков-то много, но провода не такими гроздьями висят, как в некоторых азиатских странах. Кампус Святого Пауля. Макс, уточни вот этого человека. А, вот вниз. Нет. Тут нельзя пройти. Все, можно не уточнять. Да, почему? Там проход есть. Там проход есть, думаешь? Там, судя по всему. А, и потом вон туда вверх нам? Ну ладно. Да не убирай в карман, давай мне, я найду где-нибудь мусорку. Да ладно. Там тупик. Да, кстати, ты прав насчет мусорок, их тут мало. Знаешь, я думаю, почему? Вот мы там были, где проходили, там прям много мусорок было. А вот в этой части нет. Я думаю, здесь каждый владелец вот этого вот дома отвечает за сбор и утилизацию. Ну, в смысле, здесь же туристы не ходят, соответственно, зачем на улице мусорки? Никто не бросает. Поэтому нет общественных мусорок, за которые отвечает город и которые вывозить надо. Ёпарас это. Что-то мне тяжко. Тебе как, нормалек? Да. Ну хорошо. Вот туда улица уходит. Оттуда мы пришли. Туда ничего не уходит. И нам вверх. Насколько крутая лестница, вы можете судить по уровню. Примерно 30 градусов. Сейчас у вас горизонт вот так выровнен. Адрес D5E. О! А вот сейчас мы узнаем про мусорки. Штраф 3000 гонконгских долларов, да? Что здесь про них написано? Ну, ничего не написано, не фотки. Не фоткать? Не, например, не фотки, ничего не написано. У меня уже есть слуховые галлюцинации. Все. О, еще одна прикольная уличка. Едой пахнет. Чем-то с яйцами. Внимание. Крысотравка, я так понимаю. Давайте еще шок-контент. В Гонконге нет канализации. Канализация сливается прямо на улице. Шучу. Это ливневка.
А вот и мусорка, наверное. Возможно. Прикиньте, даже помечено, что можно выкидывать, а что нельзя. Так, и какая из них перерабатываемая? Не знаю. Выкидывать все. Сумочка нужна? Маме сувенир. А вот площадка для какания собачек. Прикольно. Ну и кошечек, я так понимаю, они ж любят закопать. Макс, а вот теперь на твое усмотрение. Пойдем направо, пойдем налево или посмотрим на карту? Давай на карту. Какой ты без, как это сказать-то, продуманный, нет в тебе жилки авантюризма. Хотя нет, если бы в тебе не было жилки авантюризма, ты бы со мной не пошел гулять. Ой, капец. Где мы? Мы немножко не в ту сторону пошли. Короче, мы были вот здесь. Сейчас мы вот здесь. И нам надо туда. Ну, на самом деле нам туда, значит. В смысле? Ты же сказал, нам сюда надо. Мы погуляли вот по этому острову, на эту часть острова мы не пойдем. Мы сейчас Значит, нам вернемся. надо туда. Мы сейчас вернемся вот на этот вот пляж и будем изучать вот эту гору, потому что Или вот нам- здесь нам же вот сюда надо. нам вот, ну да, Ну, значит, нам туда. мы сюда приплыли. Но мы вот сюда сначала вернемся, а потом пойдем гулять вот по этой деревне и вот по этой вот деревне. И может быть вот сюда вот тоже дойдем. Единственное, что мы не посмотрим на этом острове, это вот на эту часть. Хотя здесь, возможно, тоже интересно. Но эта часть очень большая. Мы прошли сейчас всего лишь вот это. Маленький вот этот участочек. Понятно, что это все мы обойти не сможем. Нам надо вернуться вот сюда. Вот почему так? Домик вроде, ну, когда-то, наверное, он вообще приличный был. Сейчас он, да, пришел в упадок. Но забор почему такой уродский на нем, возле него? Мотор-колесо установил на обычный велик, похоже. Ой, почувствовал духи у женщины какие? Прям сладкие-сладкие, как будто медом намазалась каким-то. А духи были? Да. Ну или она ела какой-то фрукт такой сладкий. Вот, кампус Святого Пауля. Мы чуть туда не зашли. Я хотел спросить, помнишь? Точнее, не успел, чтобы ты у мужчины спросил, можно ли там пройти. Оказалось, что нельзя. Ну, я так понял, нам вот туда. Ну, Ну да, спортграунд это там, где площадка была. а где ты, Уилс? Да, вот налево, значит. Давайте посмотрим на карту. Мы где-то посередине, да, вот. Здесь мы, нам вот сюда. А так как сюда дороги нет, нам надо вот сейчас повернуть налево, а потом вот так вот сможем спуститься и здесь прогуляться. На самом деле нам не обязательно на этот пляж, на котором мы были, мы же там уже прогулялись по этой спортивной площадке. Нам главное успеть изучить вот это вот до заката солнца. До заката осталось примерно 30 минут, может быть час максимум. Но учитывая, что сегодня облачная погода. Жокей Клаб, я вот это место помню. Значит, я вот здесь вот проходил. Это дорога, этот путь. This way.
Смотрите, какая наглядная картинка. Во время дождя булыжники упадут вам на голову. Убегайте быстрее от обрывов сверху и снизу. Видите, там сверху мужчина убегает и снизу папа с девочкой. Хочу сказать, нам повезло. Ливня снова не было. Ну не сегодня, Макс. Вот приедем сюда, на сколько ты сказал? На 3 дня тебя хватит? Не поедешь. Это была шутка. Я хочу посмотреть, какие еще площадки есть, кроме баскетбольной. Ну, детская, баскетбольная, футбольная и даже есть трибуны для болельщиков. Ну, трибуны такие на 3 человека, чтобы родители могли прийти поболеть. Ну и по периметру беговая дорожка. Такая классическая спортивная площадка китайская. Ау. Что ты мне хочешь показать? Я тебя не понимаю. Вон, сестра прибежала забирать ребенка, который что-то мне хотел показать. Отдохнул? Да. Пойдем дальше. И даже есть карта спортивной площадки. Собакам и иностранцам вход запрещен, написано. Другой мир. Мы вот сегодня вернемся и прям как будто реально в другую страну попадем, в параллельную вселенную. Это, судя по всему, тоже бамбук. Бамбуков вообще существует огромное количество видов. И вот этот явно не подходит для удочек. Миленько. Тоже чья-то дача, наверное. Фапинг. Закрыта частная территория. Не просто закрыта, за колючей проволокой. Здесь прям, судя по вратам, совсем крутики. Макс, туалет нужен? Нет. Это относится к спортивной площадке, чтобы после занятий не ходить, не вонять, а принять душ. Ну, не знаю, мне кажется, если все тут близко живут, то... Да у них у всех здесь, у большинства и туалеты, и все есть. Нет. О, Гонконг Телеком. Кабель. А вот здесь надо понять, куда. О, опять англиканская церковь слева. Так, ну смотри. Там вот The Great Wall. Ну смотри, на Фапенге же мы были. Да. У нас The Great Дон Боско мы видели. Смотри, вот есть карта. Нам налево. Да. Пошли. А вот Жокейский клуб направо. Значит, здесь их несколько. А по-моему, тот
образовательный центр, помнишь, там, где еще Святой Боско этот Ага. стояла статуя. По-моему, тот назывался тоже Жокей Клаб. Это, по-моему, все одно и то же. Ну. Но я на карте смотрел, здесь один был, вроде бы Да. большой. М. Туда куда-то в джунгли. Я вижу море. Что-то сейчас вышел вот на эту ровную дорогу. У меня такой расслабон по телу прям ударил. И я так иду, кайфую. Там как-то вот когда шли, мышцы все время в напряжении были. А вот здесь прям... о. Узнаешь место? Сегодня вот отсюда мы начали хайкинг. Там была женщина, мы ее спросили, где хайкинговая дорожка, и мы пошли туда. Но повернули не направо, а налево, обойдя всю часть этого острова. Самую маленькую. Ну что ж, пошли. Ну там же мы сейчас на пляж выйдем, мы там были. Ну да. Мы же на пляж вышли оттуда. Ну мы снизу поднялись, сейчас вот здесь, возможно, вдоль пляжа есть какая-нибудь верхняя дорога. А может быть подойдем к какому-нибудь, не знаю, там, наверное, туда. Substation, что такое, интересно? Что с электричеством. Ну, ладно. Я не знаю, что Боюсь, что там тупик. Если это с электричеством. Не, это какой-то большой жилой дом. Ладно. Макс, видишь паучка где-нибудь? нет. Я вижу огромную паутину, вот она перед нами. Мгм. А паучка не вижу. Где-то сидит, ждет, пока птичка попадется. Ну вон там маленький. Маленький, думаешь, это маленький такой сплел? Ну, может быть. Все-таки в сегодняшнем прохождении мы допустили одну ошибку. Там, где я у Макса последний раз спрашивал, налево-направо или посмотрим на карту, надо было идти в другую сторону. Ну да ладно. Вдруг вы уже соскучились по морю? Уже закат. Да. Но мы входим в город, сейчас тут 5 секунд пройдем. Мне нравятся вот такие вот бутылки с утилизацией, ну, в смысле, стилизованные мусорки под бутылку. Сразу понятно, что туда пластик кидать. А это вода. Макс, мы еще воду не выпили? Нет, у меня еще 1,5 литра. 1,5 литра. Эх, не воспользуемся бесплатной водой. Ну ладно. О, кстати, дай попить, пожалуйста. Именно. Работает, откуда вода льется? Там надо стекло поднять и туда поставить внутрь. Вон же написано, махните вот здесь рукой. Вот, смотри. Вот так вот проводишь, она, наверное, открывается. Раз, два, раз, два. Не открывается. А, вот она зажглась. Открыть, возможно, надо. Ладно. Первое, проведите вот здесь ногой. Ай, ладно. Ну, в общем, тут все автоматическое. У нас все равно вода есть. Если бы, конечно, не было воды, я бы разобрался, как она работает. А так не буду тратить ваше время на мои изыскания.
Хорошо. А вот душевые. Воду покупали холодненькую, специально из холодильника. Самую такую заиневевшую выбрали. Уже нагрелась, кипяток. Конечно, 34 градуса было, когда мы вот здесь проходили. Сейчас плюс 30 показывает то же самое табло. На 4 градуса меньше. 18 часов 42 минуты сейчас в Гонконге. В Гонконге единое с Китаем время. Напомню, мы выяснили, вот то остров Гонконг, а вот то континентальная часть Гонконга, примыкающая к Китаю. Что это за ягодки, интересно? Держи. Спасибо, вкусно было. Только на кипяток. 喂，我等，我送翻佢翻嚟，我跟埋你哋。嚇！我送翻佢翻去等，跟住跟埋你哋。你搞佢嚟一度，送佢上去。唔該，你見我邊咧？ Понимаешь, что говорят? Нет. Вот еще один признак Гонконга. Гор много, с них часто падают камни. Их либо забетонировали, либо, как в данном случае, они же покрыты лесом, бетонировать не представляется возможным. Все обтянуто вот такой сеткой. Бич-пати с 10 до 21. Чил, сан, амбрелла, каяки. Больше ничего не успел прочитать. Что такое ибуе? Интересно. Вот, опять это же слово. Я могу себе только представить. Ты лох, а он сам такой. Ты лох, сам такой. Я на кантонском только пару слов знаю. Ну считать-то ты умеешь? Немного. Ну-ка как? 1, 2, 3. Я сансы. Сейчас. Нет, я не хочу, я потому что могу ошибаться. Ну и ладно, Макс, кто не ошибается, тот не пьет шампанское. Я. Я помню, что опять что-то... Я не помню, па. Ну ладно. Ничего страшного. Очень давно. Макс, ты и так на 3 языках говоришь. Еще извиняйся за то, что по-кантонски не говоришь. Главное, ты знаешь, самый распространенный китайский диалект, который является государственным, на котором идут все каналы. А все диалекты, по мнению Китая, должны со временем самоликвидироваться. Говорю же, сейчас в школах нельзя говорить на диалектах, только... Не, ну между собой. Ну, это, мама рассказывала, что у них в садике, например, детям запрещают говорить. Я не знаю, у нас даже уроки были по кантонскому. Ну, типа, если хочешь. Ну то есть еще один диалект преподавали. Но мама говорила, что когда дети приходят маленькие, они если в семье только воспитывались, то могут на своем диалекте лопотать. И им все время только на упрощенном, как это там, путунхуа, для того, чтобы они выучили один этот диалект как минимум основной. Mm-hmm. О, Макс, смотри.
Видишь? А, не успел. Не приблизить, не тебе показать. Не, видимо, ну не акула, но какой-то хищник. И эти рыбки, видишь? Видишь, что творится? Ага. Это рыбки из воды выпрыгивают такими стайками. Возможно, какой-нибудь мелкий хищник их гоняет. Акулами хоть и пугают, я думаю, это очень редкое здесь явление. Вообще бегемоты в год больше убивают людей, чем акулы. Да. А всякие малярийные комары, я думаю, так вообще в порядке раз больше. Я думаю, даже божьими коровками больше людей давятся, чем акул в год съедают. Ну, ты съел, выжил. А я что, съел божью коровку? Я еще ее выплюнул потом. Да. Вроде. Вкусная оказалась. Что-то как-то не очень. Ну что, вечер наступает. Мы пришли оттуда, по-моему. Да. И не отсюда. Или отсюда. Оттуда. Да. Ну а сейчас мы пойдем здесь. Для того, чтобы еще погулять по городу. Я надеюсь, здесь проход есть. Вот первый отель. Ладно. Давайте пока идем. Я помолчу и посмотрю, сколько стоят отели на этом острове. О, а что за огромное такое здание? Тоже на какую-то, не знаю, церковь похоже. Это спортзал. М. По-моему, я не знаю, наверное. Итак, смотрим отели на этом острове. 317 юаней сутки, 361 юань, 369. Хостел. Койко-место 122 юаня. Точно, спортцентр. Вход где-то там. 122 юаня койко-место. А все. Дальше пошли уже на других островах. 122 юаня уже тоже. На Гонконгском острове. Справа от нас госпиталь. Такой тихий, спокойный. Птички кругом чирикают. Обалдеть. Это ладно, это две мусорки с одинаковыми. Я хотел сказать, на 8 частей, что ли, делить? Нет, на 4. 4 вида мусора. А вот вход в спортивный центр. И праздник в честь 28-летия присоединения Гонконга к Китаю. Возвращение Гонконга к Китаю. Я надеюсь, там не тупик, но похоже тупик. Пойдем. Два входа. Вот там тоже есть какой-то выход. Ну ладно, пойдем сюда.
Как тебе звуки природы? Да, вообще прелесть. Вот еще одно дикое животное, обитающее на просторах Гонконга. Оно везде здесь, не трогай, там паразитов много. Вот тебе кто сказал? А мама? Они же это, из Африки сюда пришли. Да, у них здесь нету. Ну, то есть это инвазивный вид. Да. Пришли и размножаются и едят все, а их никто не ест. Может, у них там паразитов больше, чем самих улиток. Понятно. Мать их выращивала. Да, они дома у нас ползали и провода грызть пытались, но их мягенький ротик не мог провод откусить. Как же здесь пусто. Главное, чтобы не тупиково было. Вот, я нашел. Сейчас мы туда, скорее всего, пойдем, только надо проверить, есть ли там дорога. Да, значит, нам туда дорога. Но я хотел вот этот жокейский клуб показать. Когда 6 лет назад я здесь гулял, я вышел конкретно вот в этом месте. Да, кто-то что-то вкусно готовит. А вот это, вот прям стиль Гонконга. Вот зеленый цвет, вот с такими вот бордовыми красками. Если вы в Китае были или будете, можете посмотреть многие гонконгские ресторанчики, оформлены вот в таком цветовом решении. Ну, не конкретно вот именно там прям такой темный цвет, но похожий. Вот здесь я шутил, что тут какой-то бомж, по-моему, ходил, приставал ко всем, деньги требовал. Я говорю, все деньги потратил на ставки лошадиные, проиграл, а теперь тут ходит, побирается. Я откуда-то вот оттуда вышел. Ну, значит, туда перевалить сейчас не получится. Все, то место, которое я хотел, нашел. Я прям сюда спустился с горы, а сегодня мы с Максом немножко промазали, в другом месте вышли. Пойдем, Максимка, туда, где шли. Слушай, мы что-то сегодня так много ходим. Тебе же кажется, что много, да? Да нет, не сильно. Нет? Мне кажется, долго, но немного. Ну, в смысле, долго. Всего 12 тысяч шагов прошли. Может, у меня часы совсем сдохли. Они неправильно стали показывать пульс. У меня пульс сейчас всегда 65, выше даже не поднимается. Так, куда нам? Туда. И шаги периодически прям перестают считать. Надо новые покупать. Ну или на обзор брать. Ух ты. Я боюсь, что если мы туда спустимся, там будет тупик. Я не боюсь тупиков. Мне сложно в горку подниматься. Я вам еще не жаловался, но может потом как-нибудь расскажу. Полицейский участок. Здесь есть полиция. Посмотрите, какая реклама прикольная. Мужик спер в магазине бутылку Кока-Колы, я так понимаю. Его посадили. Нет, это соевый соус. Соевый соус украл и попал в тюрьму. Ну просто красная такая бутылочка с красной пробочкой. Это соус. Ты прочитал там иероглиф? Ну, А что ему дали? 10 лет? до 10 лет. Понятно. За воровство бутылочки соевого соуса до 10 лет строгого режима. С конфискацией имущества украденного. Как я себе представляю полицейский участок? Здание, ну да, за колючей проволокой, в Китае тоже. Много-много полицейских машин и какая-то такая движуха вокруг. Тут же остров вымер. Substation, здесь substationом называют
подстанции электрические понижающего тока, я так понимаю. Да, вот электричество нарисовано, вот опять мы видим substation. Ну, собственно говоря, по-русски тоже подстанция. Подстанция, да, похоже по переводу. Электрическая. И у многих, вот специально, например, для полиции отдельную подстанцию поставили. Макс, а можно тебя еще помучить? Ты же физику изучаешь? Да. Электричество проходили? Нет, ты мне преподавал. А, я тебе преподал. Ну ладно, тогда ты знаешь ответ на этот вопрос. Хотел спросить, для чего в линиях электропередач напряжение повышают? Чтобы быстрее электричество проходило. Чего? Я не помню. Я все забыл. что-то. Ну вот, я тебе рассказывал, ты сдал экзамены и все забыл? Да, я тогда даже формулы помню. А. Ну вот, мы вышли на туристическую улочку, по которой сегодня с тобой уже гуляли. Собственно, здесь что сейчас можно увидеть? Закрытые заведения пустые, косплейщиков, или это кто? Заманиватели в кафе? Косплейщиц. Снова замочки. Как собрать тонну металлолома? Написать мост, не знаю, там, исполнение желаний, пускай молодожены замочки свои пластиковые крепят, а потом можно будет металла тонну сдать. Все рисунки, мне кажется, в похожем стиле, да? Это, наверное, здесь есть какой-нибудь местный художник, которому все заказывают. Ну, вряд ли это художник рисовал. А кто это рисовал? Ну, хотя, Ну, Майя бы, конечно, сейчас сказала, что она лучше бы нарисовала. возможно. Вот. Айзек какой-то с Шероной. Где ты Айзека видел? Исаак. Ладно, пойдем. А, ну вот. Я думаю, вот здесь это делают. Да, наверное. Креатив воркшоп. Хочу сказать, что сегодня у меня впечатление от этого острова... Нет, часть такая же. Вот где мы гуляли по лесу, все точно так же было. Когда вышли на пляж, особенно на тот дальний, я хочу цветочки зрителям показать, тоже так же было. А вот эта улочка, мне помнится, что на ней было очень много людей. Ресторанчики, забегаловки. Максик, давай еще вот сюда свернем. Вдруг мы такой улочки больше не увидим здесь. Маслом, да, что-то где-то жарят. Вот, в общем, вот эта улица совершенно другое впечатление. Тогда мне казалось, что это супер туристическое место, потому что столько много людей. А сейчас прям пусто. Макс, давай вот здесь пройдемся. Судя по количеству постиранного белья, здесь либо массажка, либо какой-то отель. Но отелей на острове очень мало. Либо они не добавлены в Trip приложении, а в каких-то других букаются. Потому что, ну, сколько там, 5 или 6 отелей, а остальные было написано распроданы. Эта улочка, вторая линия, наверное, от моря. И даже не ощущается, что здесь море где-то рядом, да? Есть новенькие домики, есть вот такие вот постарше. Лавочки деревянные. Эта улочка еще ближе к морю, поэтому здесь уже пошли открытые лавочки, ну и хоть какое-то освещение. Давай еще туда прогуляемся, я там ни разу не был. Вкусно пахнет откуда-то. Здесь, да? Я хотел, да, вот это все успеть до заката, и мы с тобой как раз успели. Вот забегаловка. Едальня. Что дают, непонятно. Вот здесь понятно сразу. Суши Кумо. Так,
Цены, конечно, обратите внимание, не указана валюта. Ну, понятно, что это в гонконгских долларах, но просто циферка так стоит. 38. Терияки. 2 штуки, 28 юаней. Что это такое? Чиз. Что такое мочи? Это знаешь, помнишь, ты рыбку такую на Новый год ел? Нет. Которая как воск по вкусу. А, такая фигня? Да. Понятно. Ну вот. Темпура вот это, 98 юаней. Ну вот смотри, кости рыбьи с солью. Рыбьи кости с солью 32 юаня. А, вот здесь вот указали. Японская жареная тофу. Ну, как-то не впечатлили. Не ассортимент. А, вот от чего надо впечатляться. Один шашлычок, 26 юаней. Оба, это что такое? Донбури, 88 юаней. Сомневаюсь, что там столько икры. Три кусочка тунца, 158. Сашими сет, 328. Не, вот здесь вот начало меню впечатляет. И по ценам. О, красиво. 328. По-моему, это известная забегаловка и на других островах есть, да? Я не знаю. Просто вот этот вот как-то логотип мне запомнился. Где-то я его видел. Есть похожая, С похожим логотипом? Ну ладно. Слюнки попускали и дальше пошли. Еще можно чуть дальше пройти по этой улочке. Клиника китайской медицины. Рехаб. Это, я так понимаю, центр восстановления после болезней и старичков. Ну, рехаб это вообще такое понятие растяжимое. И в России рехабом называют реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов. Но вообще рехаб это просто восстановление. Перезагрузка. В том числе и после болезней. Например, после чего там, я не знаю, переломов, лечения после рака, от рака. Мы сегодня много ходили, и я задавался вопросом про доставку. Доставку мы не видели. Максик, ты давай я еще немножко тебя научу. Если я поворачиваюсь, вот какой-нибудь хочу, например, очередь показать, из кадрика выходи, ладно? Вот, пожалуйста, пришли забирать посылки. Значит, по домам здесь посылки не развозят, как у нас. У нас просто бросают у порога. Ну, потому что у нашего Гардена есть собственная вот такая вот служба, в которой есть доставщики, которые для того, чтобы такие очереди не собирались, развозят по квартирам. Не устал? Еще есть силы, да? Да. Ну, я обрадую тебя и зрителей, уже немножко осталось. Мы сейчас прогуляемся вот по этой улочке, потом свернем к морю, направо, там совсем немного, прогуляемся еще там, изучим новый район и часов через 5 плывем отсюда. Окей. А, до тебя сразу дошло, да? Это ты окей быстро ответил. Макс, если что-нибудь хочешь, можешь зайти в магазинчик. Ничего не хочешь, да? Собачьего корма Макс не захотел. А я посмотрел, вроде так красиво все выглядит. Я бы на самом деле, так как мы сегодня с тобой много калорий потратили, да, зрителей порадовали такой прогулкой. А зрители, надеюсь, порадовали нас своими лайками, комментариями, общением в чате во время премьеры.
Ну и донатами, ссылка есть в описании. Донаты все пойдут на развлечение и съемку этих развлечений в России. Потому что для того, чтобы что-то снять, нужно что-то замутить. А чтобы что-то замутить, нужны деньги. Так вот, Макс с другом Костей будут в России тусить, ходить на интересные экскурсии. Я все это буду снимать. Надеюсь, вам понравится. Так вот, все деньги с донатов пойдут именно на это. Посмотрим, сколько зрителей вообще хотят видеть что-нибудь из России-то. Ну, а мы зрителей порадовали вот такой вот прогулочкой сегодня. И после того, как закончим все это, порадуем себя чем-нибудь вкусненьким. Как ты на это смотришь? Да, можно. Пошли в Сизерию. В Сизерию? Посмотрим. Можно и в Сизерию. Но мы тогда не порадуем зрителей видеороликом. Хотя нет, знаю, как порадовать зрителей роликом из Сизерии. Да, возможно. А может быть, что-нибудь другое. В общем, все друг друга радуем. А вот квартиры. Макс, твоя помощь нужна. Это продажа или аренда? Это аренда за день. За день? Ну нет, вот смотри. 6500. 410 квадратных метров? Нет, 410 дюймов. Дюйм. Здесь же все в футах квадратных, да. Ой, не будем сейчас переводить в футы. И не фут, ну короче, вроде бы, это, короче, китайские древние меры. По-моему, это треть метра, значит. Ой, блин, как все у них Я не сложно. помню, но я Ладно, помню, что я видел только в стихах. мы не будем поэтому заморачиваться. Где стоимость? Стоимость? Ну вот, например, 6500 это что? Это аренда. 6500. это ван, значит, иероглиф такой древний. Вот это ван? Ну, наверное, я не знаю, судя по логике. Значит, вот это 2 миллиона 800 тысяч. Ну, значит, это продажа. Ну, да. Но, судя по всему, это вот одна комната. Вот это вот. За 2 миллиона 800 тысяч. Ну и... Нет, даже на фотке она выглядит уродски. Обычно же на фотках все красиво. Всего 36 лет в квартире. Всего 36 лет. Да. Ну, просто еще на 10 умножьте. То есть 28 миллионов. Вот это, если мы правильно разобрались. Но если нет, можете переводчик запустить, и, возможно, он с этого древнеегипетского переведет. А вот без ванов всяких. Просто 12 800 аренда. 12 800 в месяц? Да ну на. Но она большая. Подожди, а вот это что сдается в аренду, интересно? Море? Вот это крыша. Это такой вид, типа, с балкона. Видимо, саму квартиру страшно показывать, поэтому они решили показать вид с балкона. Ну, а эти, конечно, проходы здесь такие же узенькие, как во всем остальном Гонконге. Ну, я говорил, что площади, судя по всему, большие, но это было там, на горе, где... О, магазинчик. Только вход, наверное, с другой стороны. А там, ну, создавалось впечатление, что большие квартиры. Здесь же, я смотрю, плотность населения намного выше. Я так понимаю, квартирки тоже масенькие. Магазин уже закрыт, понятно. Или еще где-то вход может быть в него. Да нет, вот был вход. Мы все еще не на море, ищем следующий проход к морю. Фат-босс, жирный начальник. Мы хотели зайти в какой-нибудь магазинчик и показать цены. Магазин называется 759. Лапша. Здесь 5, наверное, пачечек. 26,80 по скидке. А это, похоже, тот самый магазин, куда привозят товары без уплаты всех пошлин.
Вот давай, смотри, здесь из разных стран. Вот по-японски написано. Вот на Тропикане. Это японский, а это все по-японски. Здесь все по-японски. Ну, все по-японски быть не может. Сейчас заглянем в другой магазин, там будет по-корейски. Да, это именно магазин, вот, вьетнамский. Фобо. Прям даже по-вьетнамски написано. Конечно же, сразу сейчас зрители спросят, а если чем-нибудь из России? Нет, в таких магазинах все намного дешевле, но в основном азиатские. Это вьетнамские, корейские, филиппинские. Пицца из Испании, прямо из Испании привезенная. Ну да, вот Made in Spain. Обалдеть. Ну, из России здесь вы ничего никогда не увидите. Проверено. Очень много ходил, надеялся, что хотя бы шоколад есть. О, ниссиновская лапша. И почему-то в таких магазинах минимум китайского. Дель Монте. Кетчуп за 9 юаней. Это, Чё, дешевле, чем в можно Китае? купить. Да. Кстати, мы можем здесь какой-нибудь... Тайваньское пиво какое здесь. Не, ну пиво мы не будем, а вот какую-нибудь колу дешевую, если за 3 юаня, я бы выпил. Но только нужно из холодильничка. Вон, Пепси 12. Вон, Макс, смотри, какая огромная кола. 0,5 за 6 юаней по какой-то скидке. А без скидки 7. Давай, доставай одно, а то я туда не влезу. Заодно посмотрим, где произведена. Это минимум в 2 раза дешевле, чем... Это Япония. Япония? Ну, судя по упаковке сейчас. Да, вот на японском написано. Берем. Да, из Токио. Прямо из Токио. Пошли. Сегодня будем пить японскую колу, наслаждаться. Возьми другую. Ну, скажем так, мы обещали зайти в магазин, мы зашли, но это не стандартные цены для Гонконга. Это прям ниже от 30 до 50%, а кое-что вообще в 2 раза. Вот, итальянская вода. Где она тут? Нет, это не итальянская. Да ладно. Испанское мясо. Макс, заплати, пожалуйста. Ты же, у тебя же деньги есть. О, нифига себе. Да ладно, вставай, они все по 1-2 бутылочки. Видимо, зашли именно быстренько что-то взять. Хорошо, я еще полмагазина посмотрю, пока ты стоишь в очереди. Со вкусом найча. Не, Да. червяка со вкусом найча мы не будем. Орешки. Ё-моё. Дорого, однако. Сосиски. Тоже японские. Большая часть продуктов из Японии. Тоже японские. Вот, если хотите попробовать японские продукты, но не можете доехать до Японии, приезжайте в Гонконг. Тоже японские. Вот, интересно, откуда Принглс привезли. Произведено Таиланд, что ли? Я не могу понять, где страна-то написана. Ладно, туплю. Мне простительно. Я старый человек. Картошка с чем-то интересным, 6,90. Ну это в смысле, я думаю, чипсы. Макс еще не рассчитался. Максик, давай вот такое попробуем. Я так понимаю, чипсы японские. Окей. Сколько стоит? Что-то 6 или что-то такое. Просто интересно попробовать. 6,90. Я даже не понимаю, какого это вкус. Вот и попробуем, какого это вкуса. Узнаем.
Корейский оригинальный вкус. Ким Нори. Нескафе. Нескафе откуда везут? Блин, не могу сфокусироваться, не могу понять. Вот. Малайзия. Из Малайзии. Starbucks ванила. Так, там Staff Only. Блин, интересный магазинчик. О, да. Зверская еда. Интересно, какая из них острее? Вот это или вот это? Это хабанера спайси, а здесь тохата демон. Какой-то, не знаю. Я в последнее время острое стараюсь не есть. У меня на него аллергия. Бабушка, разрешите, пожалуйста. Орео. Вот такая вот пачка, 9 юаней. О, Макс уже все оплатил. Ну как, вкусно? А что там еще схватил? По скидке было за 5 юаней. Пошли. Хочу обратить внимание, баночка 0,5. Я не помню, в России 0,5 или не 0,5, какой объем. В Китае чаще всего 0,33. А здесь японская версия. Сейчас скажу, как на вкус. Не знаю почему, мне всегда в банке казалось вкуснее. Возможно, это чисто кажется. Макс, отойди оттуда, там капает с кондера. Или это дождь идет? Дождь? Серьезно? Пойдем вот по этой Я узенькой. еще только начал пить, показалось, что немножко пустая. И это все еще не море. Ё-моё. Мы заблудились. Прикольно. Кола из Японии дешевле, чем из Китая. Будешь? Нет. Правильно. Это вредно. Но немножко сахара и кофеина при прохождении полезно. Что, чипсики откроем? Да, можешь открыть. Можешь руки только сначала помыть. Какие откроем? А какие хочешь? Давай, которые ты сначала достал, которые непонятно из чего даже. Давай зайдем под крышу. Себе в карман, короче, положу. Хорошо. Мне дашь, я немножко сверху протру твоей грязной салфеточкой. И вот, это уже чисто туристическая фигня пошла. Сувенирчики, фрукты. Park and Shop, вот магазинчик. Шляпки, тапки. А, вот здесь был рынок. Ну, в смысле, почему... Ох, как дурианом пахнет. Почему был рынок есть, просто он закрылся уже. Время 7 часов 21 минута. Макс, здесь welcome есть. В предыдущем прохождении я обратил внимание, что очень много велкомов появилось. Это что-то типа, ну, назвать это нищемаркетом нельзя, однако цены ниже, чем в том же самом 7-Eleven. Макс говорит, вон, как в Китае. Мы там и хлеб купили, который сегодня ели, и сыр. И как в нищемаркетах очень часто написано, при покупке двух, грубо говоря, второй в половину дешевле. Ну или купи 3 по цене 2. Это та фигня, которую я взял неизвестного вкуса, да? Вкуса соленого картофеля жареного, ну в смысле чипс. Как будто просто оригинальный вкус. Нормальные чипсики. Ну да. За 100 рублей.
Может, со вкусом водорослей? Может. Мне нравится, как хрустят. Мгм. Пока не отсырели, надо срочно есть. Тут вообще уже, смотрите, инкассация происходит. Ведрома нет. Офигеть. Или у них здесь жетоны? Возможно, жетоны? Можно мне еще? Да. Надо в Японии как-то съесть. Да, надо. Максик, ну ты держи аккуратнее, а то сейчас упадет. Я тоже очень хочу в Японию. Хотел сказать дешево. Самое крайнее блюдо с мясом 48 юаней. Вот что-то с овощами за 45-55. А это что такое? Орешки все? Нет. Вообще не могу понять, это магазин чего? Во-первых, написано cash only, что очень забавно. Это всякие сушеные овощи и фрукты. Орешки и конфетки. Понятно. И вот китайские сосиски сладкие. 150 юаней. Обалдеть. Японский магазин. Опять японский. Какой из этих иероглифов Япония означает? Первые два. Первые два это Япония. Ну мы только что с тобой практически в японском магазине были. Мы можем глянуть, почем лапша. Вот это 16,90. Их тоже тут 5, это китайская. И слоник, да, нарисован, это китайская. Но во всяком случае я в Китае такие видел. Да блин, у нас в каждом магазине вот такая вот стоит. И нет здесь ни одного японского иероглифа. Произведено. Японский начинается внутри. С середины. Слушайте, я вообще ничего уже не вижу. Вот, мануфактура, Макс, прочитай, пожалуйста. Чайная или вот это вот что такое? По Да, Хэнань, Чайна. Хэнань. Ясно. Китайская. Кстати, ценник нормальный. Учитывая, какие тут цены в других магазинах, прям радует, что можно найти дешевые товары. Все, дай. Нет. Ну и давайте зайдем в 7-Eleven для сравнения. Во время прошлого прохождения мы, конечно, заходили, но на все... Макс, не понял, что? 2 за 17,50? Это, да, это 770, это не 1,5 литра. Лейс написано 50 юаней. Нет, 18 юаней вот эта вот пачка Лейс. 28 за 2. Так, давайте напитки. Сэндвич. Тоже китайского производителя, но в смысле не сэндвича, а хлеб для сэндвичей. 13,50. Почти как в Китае. Там такие... Что-то... Симок? Google, я понял. Магазины. Red Bull. 24 юаня. Monster Energy 13,50. В Китае 7. 6,90. 5,90 даже можно найти. Но там другое немножко по вкусу и по ингредиентам. Кола 0,5. 10,50. Ну вот такие цены. Макс, слушай, я что-то привык, что ли. Мы вчера ходили по Гонконгу. И кола стоила 12-13. Нет. А сколько? 10. Да. Вот что-то вчера я был как-то в шоке от цен, а сегодня
Видимо, мой мозг переключился, и все нормально кажется. Относительно, конечно. На колу. Допиваю. Хорошо, допивай. Приятного нам аппетита. Самые распространенные маленькие магазины у дома это Circle K и 7-Eleven. Какой большой кораблик. Мы не на таком приплыли. Это, будем считать, набережные, поэтому все едальни сосредоточены именно здесь. Ну и магазинчики. Основные. Курица, утка. Барбекю из свинины 26 юаней. Корн это кукуруза же, да? 26 юаней. Глубоко прожаренная бред, хлеб 28 юаней. Но мид 24 юаня. Это райс-роллы были. А у нас начинается ливень. Welcome to Чунгачанга. О, я придумал, какой этот остров называть. Чунгачанга я точно не забуду. То так и назовем. Прохождение Чунгачанга. Да? Только не так называется. Остров Чунгачанга, прохожу Китай номер... Какой-то там, не помню уже. Нет, 13, 14, 10, 11. Я тоже не помню. Я хотел вот здесь не ставить точку, а оставлять запятую и пройтись вот туда. Но сейчас капает дождик, или уже перестал? Блин, капает. Поэтому, наверное, придется прощаться. Так вот неожиданно. Текущее время 19:29. Через минуту мы не успеем уже. Видишь, закрыли дверь. А следующий? Наверное, через полчаса уже. Да, через полчаса следующий. Через час. Не успели. Надо было пробежать, ну ладно. Да ладно. Давай сейчас проверим, может дождик закончился все-таки, и пойдем дальше. Ой, он мелкий. Пойдем, прогуляемся еще. Надеюсь, камера не помрет. Я потому что очень хочу с вами прогуляться и вот эту вот еду всю посмотреть. О, это аренда, да? Да, это отели. Есть Wi-Fi, аренда пауэрбанка $8 за час. Что еще дешево? Месяц 7 тысяч? Да. Комната за 7 тысяч? 70 тысяч рублей можно... Двухспальная с залом. А, так это то есть большая даже квартира. Квартира 7 тысяч. Мы снимаем за 3,5, да, вроде? Я не знаю. Я тоже что-то уже забыл. Недавно приходит сообщение от хозяина. Привет, как жизнь, Лена? Я, наверное, ему забыла заплатить. Еще один welcome. Говорит, тогда заплачу сразу за 2 месяца, а то уже второй заканчивается. Вот такой у нас хозяин. Не пишет, где мое бабло, а просто привет, как жизнь. Что-то я такой голодный.
но мы во время прохождения не едим, в смысле в рестораны не заходим. Я извиняюсь, кстати, за то, что после предыдущего прохождения с Костей мы во время прохождения там рассуждали, зайдем поедим то, зайдем поедим это. А вот это, Макс, узнай, что такое? Глянь, пожалуйста. Это, в общем, из номи всякие... Ладно, по-русски, что такое номи? Номи это рисовые часто. А, оно такое полупрозрачное, Ну, вот, тягучее? Белое. Ага, и с добавлением всякой фигни. Да, не советую. Ну, с дурианом... А вот с дурианом интересно попробовать, за 15. Я не знаю. Ну, ты как хочешь, но я... Ты не будешь, да? советую. Ладно, пойдем дальше. Так вот, извиняюсь, мы с Костей там планировали в ресторанчики зайти, ну и, соответственно, если бы мы это сделали, то после прохождения был бы ролик про какой-нибудь ресторанчик. Но когда мы посчитали все наши траты, в общем, мы решили, что это дорого нам обошлась поездочка предыдущая в Гонконг. Дождь увеличили. Да, я вижу. Я этого и боюсь. Ну что, давай вот на этом красивом фоне прощаться тогда со зрителями. Слушай, а это похоже тот большой, мы, значит, на таком вот приплыли, что ли? Ну, да, мы на таком приплыли. Прям вот на таком огромном? Ну, вроде бы. А я не знаю. Мы просто торопились, там оставалось 10 минут, да, до посадки. И что-то я забежал, даже не посмотрел на корабль, на котором мы приплыли. Похоже, да, я сказал, мы не на таком большом, а, видимо, мы на таком большом. Нет, небо все затянуто, поэтому вряд ли что-то сейчас улучшится. Мы очень надеемся, что вам понравилось. Нам понравилось гулять. На данный момент 196 минут, плюс около 30 минут. Сколько будет 196? Ладно, давай, 200. 230 минут. Да, 225 минут мы с вами гуляли. Не так уж и много, обычно наши прохождения намного больше. Длиннее, но я сейчас скажу, почему мы больше... В ближайшее время больших прохождений не будет. После того, как я съездил в Пекин, у меня воспалились суставы ноги. Настолько воспалились, что я неделю не мог ходить. Валялся в койке. Сейчас мажу ногу, пью таблетки и только благодаря этому еще как-то могу передвигаться. И вот сейчас я ногу практически уже не чувствую, когда иду. Когда останавливаюсь, она начинает жутко ныть. Поэтому длинных прохождений в ближайшее время не будет. В лучшем случае где-то в октябре. Так что, ну а если вдруг полегчает, то в России прогуляемся. Увидимся в следующих прохождениях Китая. Пока-пока. Ну а ссылка на донат в описании. Да, будет много донатов, сделаем прохождение в России, может быть. Вот это, думаю, никому не интересно. Точнее, очень малому количеству людей. Там мы сделаем прогулки.